Приветствую. Привет. А вы, Андрей, живой? Живой еще? а вы не читали? Я там Стив, короче, написал был в комментариях. ТикТок его не пропустил. Пропустив, тільки що пропустив. Я не видел. Я скажу, Рамзан Кадыров и Адам сосут восла и тут, и там. Но это уже не стих, это уже правда. Произведение. Послание, короче. Нет, ТикТок не пропустил, Андрюша. Пропустив, погортай, короче, там є, пропустив. Так, тут не будем, народ, просто у нас Анзор, поэтому, а так, когда Анзора нету, мы будем их налево, А направо. я ничего не сказал, я сказал естественно, пустые Да, слова. ты сказал правду, это понятно. Понятно. Не, просто знаете как, смотрите. Когда если тут так, короче, Анзор меня ругает, а я потом Али ругаю. Ну, А потом я... не, почему я Али тоже ругаю? Вот, Андрей, тебя уже Джей ругает из пошлости. Джен, я сказал, я ничего, ни одного мата я не сказал, короче. Подожди, не, Андрей, подожди, ты еще свое получишь, вот как сейчас ты выйдешь, да, вон, Алина тебе даст, пока, подожди. Джейн, отминусуй у него монеты за пошлости. У меня Я нет ж тебе монет. поэтому и сказал, Андрей, ты еще живой? Да, не заработал сегодня монет, короче, пошел спать, короче, на улицу. Я на дежурстве, короче, у меня коты гуляют, у нас 4 котов просто, и они, короче, туда-сюда, на улицу, с улицы. Надо на дежурстве. Нормально, швейцар для котов. Коты это хорошо. Но ты знаешь, если их 4, они, короче, иногда делают такие вещи. Вот ты стал там дома поубирал, а мы живем на 1-м этаже. Они на улице гуляют, короче, окно открываешь, они с болотом заходят. И то, что ты убирал, короче, не убирал, это никого не интересует. Ну ты их завел, ты и убирай, поэтому. Пожинаешь плоды своей котячести. Рядовой Болсон. Ассаламу алейкум, друзья. Валейкум ассалам. Доброй ночи. Добрый. Меня зовут Эдуард. Украина. Очень приятно, Эдуард. Мы тоже Украина. Супер. Хотел бы вот вам, друзья, задать один вопрос. Существует ли еще какой-то дополнительный фронт, помимо вот, да, на данный момент информационного и фронта, который именно вокруг точки соприкосновения между двумя странами? Фронт везде есть, фронт есть в других странах, короче, которые нас поддерживают. Фронт есть, скажем, есть ребята, которые, скажем, обучаются где-то и так дальше, чтобы вести там партизанские войны. Но это просто не все знают. Фронт идет полным ходом. Угу. Хорошо. Хорошо. Что вы имеете еще в виду? Я имею в виду, вот я не могу понять одного момента, это і мовний фронт. Ну, мовний фронт, я тобі скажу так. Мовний фронт зараз, наприклад, ні до чого, тому що в нас, наскільки ти знаєш, в нас в Україні ніколи не було ніякого мовного фронту. Хотів ти розмовляв в Львові російською мовою, хотів ти розмовляв на Донбасі українською, ніхто ніколи не щемив. Це казка русських, коротше, так що я думаю, що ти, доросла людина, повинен це розуміти. Эдуард, я вам скажу так. Для меня лично фронт есть один, тот, который на фронте. И говорить о том, что что-то другое называется фронтом, это тоже для меня неправильно. Но есть люди, которые ведут борьбу за что-то, да, то есть не фронт, а борьбу.
Вот. И я поняла, о чем вы говорите, о том, что есть стрим, который так называется, и все остальное. Я вам скажу больше, что это люди просто, которые борются за то, чтобы украинский язык не исчез, понимаете, потому что наш язык уничтожали много лет, уничтожали наших деятелей культуры, очень серьезно уничтожали. То есть Россия, когда приходит, оккупирует территорию, она уничтожает в первую очередь язык. Вот, допустим, только что, я не знаю, когда вы присоединились, и Анзор, и Али, они рассказывали то, как Россия сейчас уничтожает их чеченский язык в их же стране, да, в Чечне, о том, что насаждают русский язык, насаждают в школе у них в Чечне, сейчас заставляют детей петь песню «Я русский», то есть, понимаете, ну, как бы детей чеченских учат идентифицировать себя с русскими, понимаете, это что же неправильно. Поэтому сейчас в нашей стране, в Украине, точно так же активизировались блогеры, которые, ну, скажем так, делают украинский язык популярным, они доносят до людей значимость, да, важность украинского языка как нашего национального. Но то, что я сейчас с вами говорю на русском, это только потому, что я сейчас на стриме у Али, у Анзора, и они, ну, в большей степени не поймут, если я буду с вами говорить на украинском. В быту, дома, везде я говорю на украинском языке. Вот. И я скажу честно, я сама родилась на Донбассе и выросла, я училась в Харькове, тоже училась на русском языке. В Киеве я проживаю 20 лет, и я тоже говорила большую часть этих лет на русском языке. Ну вот 7 лет конкретно я уже говорю постоянно на украинском. И мне иногда даже на русском языке сложно подбирать слова. Вот иногда уже, знаете, в голове у тебя слова на украинском языке, потому что ты как бы говоришь на украинском в быту. Ну вот как-то так. Сейчас я добавлю, у нас есть такие слова. Нету языка, нету нации. Да, все верно. Анзор, вопрос, тебе вопрос задали, Анзор. Да, какой я просто сейчас это, да. Где тут? Передай вопрос, подожди, я сейчас Можешь найду. озвучить? Анзор, сколько раз ты встретил Басаева, то есть Шамиля Басаева, и как он был, характер и так далее? Ну, Басаева я знал с 93-го года. Вот, ну, это время, когда мой отец был начальником главного штаба, до этого он был начальником гражданской обороны, то есть у них были встречи, ну, как военные, да, вот, совещания, вот, были учения совместные, ну, конечно, ну, как понять, как сказать, это же вооруженные силы были Чеченской Республики Ичкерия. В общем, с тех еще времен, с 93-го года. Потом, ну, знал до конца, конечно. Во время Первой войны вместе были какое-то время. Потом в бою были. В общем, есть много чего, что рассказать. Помните, я рассказывал про Али Адаева, ну, буквально недавно, Ламбада. В интернете есть запись, где он разговаривает с русским этим оккупантом, и он ему говорит, вот, ну, по рации, наш Али, о котором я говорю, он говорит: Алик, уезжай, зачем ты сюда приехал, то есть, ну, нормальный совет дал ему. И эта запись сегодня в интернете можно найти. В общем, это было в новогоднюю ночь. Что я хотел сказать, Али? Ну, я раньше случай рассказывал, что вот если бы не этот Али, то нас бы, возможно, бы и всех и перебили. Ну, да, там был такой бой, что по нам стреляли с высоток с двух сторон, но у тех ума не хватило встать на третьей высоте. Вот тогда мы бы там не выжили. И вот из-за этого Али, о котором я говорю, а он был начальником штаба у Басаева Шамиля. Вот почему я вспомнил. И там был и Басаев Шамиль в этом бою. И этот Али как бы спас всех, когда
он дал команду выставить пулеметы ДШК, они были на 3 ножках, и эти пулеметы начали по врагу стрелять, и так атаку отбили. Шамиля, ну, знаю достаточно хорошо. Я знаю, что вот, ну да, говорят, что он был террорист там, и так далее, ну и что наш адрес тоже это говорили. Да, единственное, что я не приемлю, как бы, ну, такие акции, например, ну, которые он брал на себя, он же взял на себя и Беслан, вот. С Буденновском все понятно, там вертолетная часть была. Он поехал в Буденновск, не захватывать там больницу, или как, хотя русские говорят, что это был роддом, хотя на самом деле это не роддом был, а госпиталь был. Вот. Шамиль туда поехал, чтобы уничтожить эту вертолетную часть, откуда вставали и вертолеты, и самолеты Су-25, которые бомбили нас. Ну, то, что там с Бесланом, да, он взял на себя это, вот там я был не согласен, конечно, но во всем остальном могу сказать, что да, действительно был воином, воевал до конца, оставался быть на своей земле. Анзор, вопрос, прости, что я перебил. Да. Просто я хочу уточнить, некоторые русские заявляют, я слышал от осетин, что они заявляют, что Шамиль Басаев сам лично там был в Беслане. Где? Не был. Неправда. Вот, что ты объясни это, Анзор? 100% неправда. Ну, я знаешь, как я думаю, вот лично я, ну, просто свой анализ. Басаев это не организовывал. Ну, не верю я просто не верю. Он мог взять это на себя, как бы. Организаторами там были другие. Вот. И как все знают, как это уже доказано, те люди, которые действительно там были в этой школе, на самом деле должны были находиться в тюрьмах. Почему их выпустили на волю вот, прямо до этих событий в Беслане? Ну, не был он там, не был, неправда. Неправда. Пускай докажут. Я буквально секундочку буду уходить. Да. Доброй ночи, счастья, здоровья, с Спасибо. большими праздничками и с наступающими. Чтобы у вас все было в жизни хорошо, Спасибо. и чтобы у вас все было замечательно. Взаимно. Дай Бог вам всем здоровья, и все будет хорошо. Обязательно. Спасибо вам Всего большое. доброго. Всего доброго. Да. Ну, в общем, так. Могу еще добавить, вот я же говорил, что вот где-то я был не согласен с Шамилем. Ну, знаете, кого-то обвинять очень сложно. Вот до Буденновска, то есть до этого, как говорится, похода, хотя это была просто действительно военная операция на самом деле, до этого Шамиль Басаев потерял убитыми 12 родственников. Российские самолеты бомбили его село, ну, родовое село, и убили 12 человек. Ну, думаю, не ошибаюсь, 12 человек, 12 Да. родных людей, вот, самых близких людей. Но и после всего этого, я не знаю, я никого не хочу обвинять, на самом деле. Пускай он делает что угодно, но обвинять я не хочу, на самом деле. Сегодня у меня неприязнь ко всей этой России, и я не хочу, например, мне даже, извините меня, противно на этом языке говорить, на самом деле. Если бы была бы возможность, я с украинцем говорил бы на украинском, с чеченцем на чеченском, с англичанином на английском, с норвежцем на норвежском, вот так. Но все, что связано с Россией, я не хочу. Я не гражданин России. И никогда больше в своей жизни не хочу ехать в эту страну, потому что, ну, у меня злость на все то, что они сделали с нами. И это я оставлю до конца своей жизни. Сколько они нас убивали, я это не прощу, конечно. Ну, просто пускай даже в душе это буду держать. Вот про вот эти акции я говорил, что вот Шамиль брал на себя, потом он в Дагестане был, на самом деле был. Это не его операция была, это сами дагестанцы там, такие группировки начали эти события. Шамиль туда пошел как добровольец, на самом деле. Хотя потом чеченцев в этом обвинили, но это неправда, чеченцы тут ни при чем.
каждый человек может ехать на любую войну, получается, ну, как в качестве добровольца. В общем, это было, сейчас вспомню, 2004 год, сразу после событий в Беслане. Масхадов обратился к Шамилю Басаеву. Шамилю Басаеву, он пригласил его на встречу. На этой встрече присутствовали Абдулхалим Садулаев, человек, который был после Масхадова, после убийства Масхадова, он был нашим лидером. Вот. И эти трое людей в селе Толстой-Юрт, это на севере Ичкерии, они провели такой разговор. В то время это секретно было, сейчас это можно говорить. Вот. Масхадов говорил Басаеву, чтобы он больше никогда таких акций там не совершал, потому что это вредит нашему имиджу, чеченскому сопротивлению, что нас в этом упрекают и так далее. Ну, Шамиль настаивал на своем, что мы, чеченцы, должны делать то же самое, что они делают с нами. Знаете, ну, получается справедливо. Так. Если он имел в виду, если они убивают наших мирных жителей, то их мирных жителей тоже убивать, чтобы те почувствовали. Ну, вот что он имел, Шамиль Басаев. Ну, Масхадов с этим не согласился, тоже настаивал на своем и сказал, что так не пойдет, это нам нельзя. И в этот разговор включился Абдулхалим Садулаев. Он был ученым ислама, он изучал ислам, он ислам знал лучше, чем Масхадов, чем Басаев. Вот. И он с точки зрения ислама объяснил и Масхадову, и Шамилю Басаеву, что даже будучи в такой ситуации, что если нас убивают мирных жителей, что мы не имеем права переступать вот эту грань. И Шамиль Басаев действительно дал обещание, клятву, что никогда больше он не будет совершать каких-либо таких акций или брать такие акции на себя. И более того, они согласились вместе приостановить боевые действия, то есть войну против российских оккупантов, как это сказать, ну, в общем, Масхадов издал такой указ о приостановлении всех боевых действий на территории Ичкерии. И вот этому приказу подчинились все наши подразделения, и включая, как русские любят говорить, противника Масхадова якобы. Вот. И чеченцы действительно в то время, это было в январе-феврале, приостановили в одностороннем порядке вот эти боевые действия против российских оккупантов. И России было предложено пойти на переговоры, чтобы завершить эту войну. Вот тогда они замешкались, потому что русским это невыгодно, как такое, если исламские террористы остановили войну, они не хотят воевать и предлагают мир. Это что-то нелогично, как бы так. Ну, и это было, конечно, большим плюсом для нас и большим минусом для русских. И именно в этот момент, когда эта война с нашей стороны была приостановлена и был предложен мир, они убивают Масхадова. Вот. Именно того человека, который предложил мир. И наши лидеры, которые были после Масхадова, это Абдулхалим Садулаев, Докка Умаров, все они говорили, что больше предложений таких не будет. И я считаю, что правильно с русскими договариваться или подписывать какие-то с ними больше документы, это самоубийство. Все должно сейчас идти до конца. До конца. Да, я противник войны, противник жертв, я знаю, что такое война, так же, как и вы. Я люблю мир, я хочу, чтобы мы жили в стабильности и в мире. И чтобы у наших народов были гарантии безопасности. А вот чтобы заслужить эту гарантию безопасности, нам надо сделать все возможное, чтобы
этот Кремль больше не существовал. Вот здесь и будет наша победа. И не только наша победа, даже победа самих русских. Освободятся от этих паразитов. Антон, я добавлю, что может некоторые не так поняли, да, чтобы добавить, смотри, чтобы все вы поняли, Шамиль Басаев лично никогда не убивал мирных жителей, ни детей, ни женщин. Он просто, например, захватывал определенное место, да, то есть и русские сами показывали свое истинное лицо, понимаете? Поэтому 3 июня 95 года, июня, только если я не ошибаюсь, не июля, а июня, 3 июня была полностью убита его семья, а 14 июня уже был, насколько я знаю, 95 года Буденновск. То есть даже в своем интервью Шамиль Басаев говорит, что они хотели дальше пойти, дальше на Москву, на Кремль хотели пойти, но не получилось, денег не они хватило. за нас решили, короче, вертолетную базу убрать оттуда. Так, поэтому... Али, спасибо, что подкорректировал и дополнил. В то время Шамиль Басаев сказал, что у него денег не хватило, как бы так, доехать до Кремля. Пусть это будет правда, неправда, без разницы, но он это сказал. И была воинская вот эта вертолетная часть и в Буденновске. Была такая же часть в Кизляре, когда вот те события в 96 году были в Дагестане. И мы, наше сопротивление вот, воевало против вот таких военных объектов. Так, конечно, мы же не хотим убивать мирных жителей, чтобы они погибали. И по Буденновску я много общался, я уверен, Али, там Тамерлан, другие там чеченцы знают тех наших братьев, которые были непосредственно участниками этих событий, и я уверен, что вы тоже с ними общались. Вот также я тоже с ними общался, они рассказывали, что они вынужденно зашли вот этот военный госпиталь, потому что у них были свои раненые, чтобы их побыстрее там оказать помощь. И в этот момент русские, вот этот спецназ, они окружают вот этот военный госпиталь и начинают штурм. Штурм начинают. И они видели, что там мирные жители, да, действительно были врачи, и не врачи, и больные там были. Но они штурмовали их. Чеченцы, наоборот, чеченцы помогали вот этим, получается, заложникам, помогали, объясняли им, что вот тут нельзя стоять, вот здесь надо становиться, чтобы пули атакующих не попали. То есть чеченцы им помогали. А вот те врачи, которые там внутри находились, они помогали чеченцам, перевязывали и так далее и тому подобное. Потом, когда все это завершилось, вот эти заложники, как говорится, сами рассказывали вот эту правду, что хотели вот эти чеченцы, почему чеченцы поехали в Буденновск, как они обращались с заложниками. Все это было. Я помню, Нордост, все это, конечно, сложно говорить, потому что это захваты заложников, это террористические акты и так далее и тому подобное. Но почему-то не говорят о терактах, которые совершают вот эти русские оккупанты, когда вот сотнями убивали, сжигали, живьем закапывали, вот, вытаскивали органы. Мне сейчас сложно это все говорить, вспоминать. Вот, таких случаев очень много, но почему-то про эти теракты они молчат. Насчет Нордоста. Там после всего этого есть фильм, я не помню название, там одна женщина сказала, как же я их понимаю, чеченцев, их борьбу. Вот. И если бы она была бы на месте тех захватчиков, заложников в Нордосте, то, видимо, она бы тоже пошла бы на такое, как бы так. То есть, и что она понимала, что этих людей довела война, вот эти жертвы. Это я не в оправдании говорю, я сам противник всех этих ужасов, но
Нужно понимать вещи, нужно знать, что происходит, нужно быть справедливым, признавать все ошибки. Почему это всегда чеченцы должны говорить, вот мы здесь были виновны. Я скажу, что если бы русские и Ельцин, там, Путин не начали бы войну еще в то время, если бы они, русские, послушались бы Джохара Дудаева до начала Первой войны, до начала Второй войны послушали бы Масхадова, то таких жертв не было бы. Ни один человек в мире не услышал бы и про Буденновск, и про Псамашки, ни про Норд-Ост, ни про Алды. То есть всего этого не было бы. Не было бы столько жертв. Но Россия, этот Кремль, это поганое гнездо, как раз таки занимается террором по отношению к своим соседям. Вот. Ну, это видно из истории, мы это знаем, мы это и сегодня испытываем в Украине. Вот боль украинцев, вот честно говорю, для меня вот как своя личная боль. Вот. Они переживают то же самое, что переживали мы во время войны. Им сейчас тяжело, им надо помогать быть рядом с ними. Анзор, я еще добавлю насчет Норд-Оста. Кстати, думаю, или возможно многие не знают, да, что там просто спрашивали, у кого есть паспорт, покажите, из другой национальности. Украинцы, грузины, неважно. Их просто выпускали оттуда. Просто человек доказывал, что он не русский. Есть ролик, как украинка объясняет, разъясняет. Есть ролик. Помнишь? Ну вот, не, мы-то Али, это все знаем, просто многие по сегодняшний день этого не знают. Ну, я поэтому говорю, Милан, есть один ролик, где украинка 2000 года объясняет, разъясняет. Надо этот ролик закинуть. Я раньше закинул, но тот аккаунт у меня заблокировали. Нужно заново закинуть этот ролик, чтобы люди поняли. У меня тоже, кстати, мой тоже закрыли, на ком он был. Хорошо, что вспомнил, я закинул. Да, это будет польза. Скажи, пожалуйста, а Хаттаба ты знал лично? Хаттаба, расскажу. Так, Хаттаба я знал, ну, с 95-го. Какое-то время провел вместе. Сейчас скажу, в одном селе, в горном селе. Как раз таки, я, кажется, раньше рассказывал этот случай, когда я изучал компьютер во время войны, мне пришлось учить компьютер. И отец мне дал неделю срок, чтобы я его изучил. Вот как раз таки на базе Хаттаба я изучал свой компьютер. Ну, там были еще арабы, кроме Хаттаба, и чеченцы были. Ну, это первая война. Смотри, а вообще, например, скажем, координация, скажем, вот между Хаттабом, между Басаевым, твоим отцом, были какие-то взаимодействия, спланированные вместе? То есть, как бы, ну, я понимаю, что каждый там батальон свой, да, скажем, или отряд, они планировали свои, скажем, там, операции, но они советовались с другими, короче, или нет? Ну, то есть в целях координации, чтобы вместе быть. Ну, Хаттаб любил независимость. Ну, он был партизаном, он хотел нападать там, где он хочет нападать. В общем, выбирал такие точки, ну, скажем, колонна в Ярошмарде и так далее. Там много операций, которые сам Хаттаб и провел, будучи командиром. Басаев мог не знать, Масхадов мог не знать, но таких же групп в Ичкерии было очень много, которые прямо лично не подчинялись там главнокомандующему или начальнику штаба и так далее. То есть мы все чеченцы знали, что делать, как выбирать цель, где, например, подложить мину, где атаковать, где встать, как отойти. То есть мы были уже обучены этой войной. Вот, и так и действовали. То есть мы все знали, что все это в общую копилку идет. Каждый подрыв БТРа, танка или колонны,
все это в нашу общую копилку. А так, во время крупных операций, например, в марте 96 году вошли в Грозный, да, там было все совместно. Когда Грозный мы вернули в 96 году в августе, это тоже было совместно. То есть большие операции, там уже были совещания, все командиры садились, там Басаев, Гилаев, все остальные, и Хаттаб, и обсуждали вот эти военные вопросы. И, например, оборона Грозного тоже все было совместно, спланировано, организовано, поэтому нам удавалось в то время вот так выстоять, побеждать, когда вот все это шло вот организованно, когда была дисциплина. Андрей, Андрей, я больше скажу. Али, ну, я, по-моему, Али рассказывал это. Вот я сейчас скажу чисто за себя, да, за свой случай. Я и мой брат, мы, короче, поставили фугас. Ну, кто знает, тот знает, что это такое. И мы ждали, ну, как бы жертву, да. Если Али помнит, не, Али, ты, наверное, может, помнит. Али, помнишь? Были УАЗики. Вторая эта война же. Вторая. ОМОН. Даже видео есть, насколько я знаю. И видео, и я не знаю точно, но... Который, ну, говори. Слушай. Не, я сейчас, просто я сейчас к Андрею расскажу, ну, такой маленький пример, когда мы взорвали вот своих же. Мы взорвали своих. Ну, просто мы видим, потому что едет УАЗик ОМОН. А эти ребята, этот УАЗик, короче, ну, там, где-то час они воевали за этот УАЗик. Взяли УАЗик. Едет, короче, мы видим, короче, что он, мчится УАЗик, ну, ОМОН написано. И, опа, мы нажимаем. Но с помощью Аллаха эта машина чуточку прошла. И вот она взорвалась, короче. Ну, слава богу, там, ну, там чуть-чуть царапины, короче, и все, и не более. Там с этими ребятами больше ничего не случилось. Ну, просто, знаешь, были такие моменты, допустим, вот, ну, это тоже была как партизанская война, так скажем. Да. Алейкум слава Аллах. Ну, вторая война уже полностью, уже с 2001 года дальше уже, можно сказать, полностью уже партизанская была. Ну да, я видел, короче. Анзора, скажите, пожалуйста, вы не планируете написать книгу, ну вот, совместно с ребятами, которые были участниками, которые все помнят, знают о российско-чеченской войне? Так, ну, как я раньше говорил, я одну книгу написал, она у меня на норвежском. Начал над второй книгой, даже 2 книги сразу начал. Но как-то в последнее время именно своя вот эта, ну, публичная вот эта деятельность информационная все-таки забирает время. И понимаете, чтобы книгу писать, нужна концентрация, нужно спокойствие. Но много других дел, которых надо делать. Поэтому как-то не могу собраться с этим и закончить все это, что связано с книгой. Конечно, есть другие люди, которые тоже были участниками, помнят все. И это хорошо, что эти люди на самом деле вот все это записывают, хранят это, потому что все это, конечно, бесценно будет потом для наших потомков. Это нам сейчас легко, мы как участники и так далее, свидетели, мы это все знаем, но потомки, если они этого не будут знать, не только вот сама история, вот, например, вот те операции военные, о которых мы говорим, там, не только победы, но самое главное, я считаю, что нужно до них довести наши ошибки, чтобы они не совершали вот этих ошибок, которые совершали мы, скажем так. А так-то да, работаем, собираем. Ну, можно, в принципе, хотя бы статьи какие-то писать для независимых СМИ. И, кстати, по поводу, вы говорите, есть книга на норвежском, может быть, продвигать все-таки перевод на разные языки и издавать ее в других странах? Но
я написал, скажем, где-то, ну, скажем, 500 страниц. Точное количество не помню, просто, ну, примерно так. И нашел издательство, они мне помогли. Потом выделили грант. Этот грант пошел на редакцию, там, перевод с русского на норвежский язык и так далее. Вот. И самый такой минус в том, что им пришлось порезать эту книгу, то есть некоторую часть урезать. Не в том плане, что я там где-то так жестко что-то сказал, нет, чтобы подогнать эту книгу под норвежский стандарт, там 300 страниц, например. То есть большая часть была вырезана оттуда. Я пришел к такому выводу, что чем ее переводить сейчас в таком состоянии, мне лучше все это взять и еще добавить, но написать еще лучше. Уже на других языках. Ну, я почему говорю? Потому что, чтобы сейчас и ту книгу переводить на другие языки, например, на английский язык, ну, там они мне хорошенькую сумму сказали. То есть финансово тоже это сложно в этом плане. Ну да, но это очень хорошо, знаешь, просто вот эти все, скажем, факты, эта вся история, короче, да, надо, чтобы это все взяли себе на ум, короче, скажем, уже ребята, скажем, молодые ребята, да, которые не видели этого, не знали, может, только родились в это время и так дальше. Это очень хорошо, потому что это уже, скажем, история чеченского народа. То есть это неотъемлемая часть чеченского народа. Это должно быть написано. И это вообще и очень печально, что это все написано кровью, скажем так, чеченского народа. Да. Ну, кстати, сейчас очень популярен там видеоформат, да, можно это как идея вам, можно делать просто в Ютубе на своем канале какие-то короткие видео, где вы сами будете читать какие-то главы, да, и вот люди будут таким образом больше узнавать, вот даже на русском языке, потому что для постсоветского пространства очень важно, да, вот знать эту историю, правильную историю, потому что многим из нас Россия навязывает свое мнение, поэтому важно было бы, знаете, людям слушать это, да, вот от первого лица. И, ну, я же говорю, это в принципе и недорого, и вы ни от кого не зависите. Свой канал, поставил там камеру, телефон, и вы можете все это сами рассказывать, читать. И, соответственно, люди могут вам писать комментарии, на которые вы тоже можете снимать какие-то короткие видео, YouTube Shorts, да, называется. Да. Ну, это как идея там для вас. Да, верно. Вот как раз, конечно, про свои планы сейчас, ну, тут я говорить не буду, но тоже думаю. Такие мысли есть. Я знаю, насколько, как и вы тоже знаю, что это бесценно. Нам нужно все это сохранить и передать. Вот. И хорошее, и плохое тоже. Ну, я про ошибки. Вот. Да, вот написана аудиокнига, будет очень интересно тоже, это 100%, потому что, вот, например, я читать не люблю. Есть много, что, например, есть много разных, скажем, книг, но у меня больше книги там Вторая мировая война, вот про Чечню я уже всем говорил, Анали знает, что я очень много смотрел, очень интересовался этим с детства и так дальше. И как бы вот этот обзор, если бы ты реально там, если бы у тебя было время, да, то есть вот краткие истории вот из этой книги сделать, например, частями аудиоформат. Это очень тоже бы было хорошо. Ну и плюс, ну покажи. Не-не-не, закончи. И плюс, смотри, короче, вот тоже
у себя, например, на YouTube-канале, Мгм. если вот у вас тоже есть много, скажем, видео, да, фактов, короче, видеоролики, где, скажем, разговаривают там на чеченском языке, ну, Мгм. не все знают, а перевода нет. Сделать, например, хотя бы титры, да, вот, например, как идет там бой, или, короче, как ребята там, скажем, Мгм. бытовые были, да, условия, скажем, там в горах, там про что они говорили и так дальше, вот сделать такие нарезки и титры просто сделать, чтобы много людей тогда будут понимать, что это было, что это за война, как, потому что Мгм. ты же знаешь, что много людей, скажем, ну, много людей не интересуется, да, ну, была там, типа, война-то и была, а если люди уже будут узнавать, у них в голове тоже будет откладываться какой-то шар правды, знаешь, и уже человек будет задумываться, а почему это так, а нам говорили это не так, а когда уже есть, скажем, видео подтвержденное и так дальше, человек тогда смотрит, ну, ты знаешь, да, с русскими, что Мгм. делает телевизор, короче, у них все по Да-да-да. телевизоре, короче, и вот это тоже прикольная, как бы, такая тема, то Мгм. есть, если, ну, я говорю, все зависит от, я понимаю, что это все деньги и это все время, то есть, ну, это как бы, я хочу сказать так, ты тоже часть истории своего народа, понимаешь, Мгм. твой отец много сделал для твоего народа, уважаемый человек, и это люди должны знать, это люди Мгм. должны как бы изучать, смотреть, как бы, ну, просвещать Мгм. людей в таком формате. Да, согласен, так оно и есть. Да. Эта книга, ну, она написана в 90 каком году? В 97-м вышла, кажется, да. Ну, очень интересная. Так, Аслан Масхадов «Честь дороже жизни». Да, да, я только что увидела, что эта книга Так, даже на украинском да, есть. есть на украинском. Вот я знаю тех людей, которые вот занимались такие м, Переводом. переводом, да, со всем этим, чтобы... И она вышла на украинском и на каком еще языке? Только на украинском, кажется, да? Было. Вот. И, кстати, украинские военные тоже, я видел фотографии. У кого она была? У министра обороны, что ли? Украинского. Да, по-моему. Да, да, да. Вот эта книга. Книга Да, да, издатель Залізний тато, да. Да, да. И книга Аллы Дудаевой про Джахара Дудаева. Тоже книга. Они издавали ее на украинском языке. А Алла Дудаева, она сейчас в эмиграции живет где-то, да? Да, у меня есть с ними связь, очень хорошая семья. 2 сыновей, дочь и вдова Алла Дудаева. Очень хорошая семья, очень хорошие люди. Тоже поддерживает Украину. Я, ну, вы, может, видели, да, вот выступление Аллы Дудаевой нашу, в поддержку Украины. Вот они есть, но тоже в Европе. Я вижу, что Джахара Дудаева тоже есть книга «Железный рыцарь». У Джахара Дудаева книга «Железный Да. рыцарь». «Железный рыцарь» называется. Да? Вот я вижу, у нас комплектом предлагают на украинском Мгм. языке купить сразу и книгу. Антон, она имеет в виду «Рыцарь свободы». «Рыцарь свободы». Да. Наверное, перевод, да, вот так сделали. Да? На украинском языке, На да. украинском, да. «Рыцарь». Ты знаешь, я скажу так, вот мне только что в голову пришло, короче, смотри, 2 разных народа, да, 2 разные культуры, Мгм. а сколько у нас всего общего? Ну да. У нас общий враг это в первую очередь. Да. Кстати, завтра закажу эти книги, почитаем. Мгм.
Андрей не любит читать, я ему буду... В голос будешь читать. Не, у меня просто не то, что не люблю, у меня просто, когда я начинаю читать, у меня очень кружится голова. То есть я не могу сейчас текст мелкий читать. Короче, Андрей, беги. Фотографию покажу. Если видно. Да, видно. Блестит, да, кажется. Сейчас я фонарь уберу этот. Вот, кажется, так лучше видно, да? Еще поближе. Так. Да, видно. Это так, отец, мать и я сижу. Это в Вильнюсе, в Литве. Потом... Анзор, а ты с какого года рождения? Так, 82-го. так, Тамерлан. 82-й. А я с 83-го. Ну, Ну, год просто разница. мы с ним договорились, что мы только с 82-го, так что... Да. Ну, ты понял. Да. Родился на Дальнем Востоке 75-го. И сейчас вот эту часть хочу... В общем, это мы втроем, то есть наша семья, отец, мать и я. А с этой стороны, это, кстати, сослуживец отца моего. Вот, тоже семья, муж, жена и дочь их. Украинцы. В Литве это где-то год 80-87, наверное. Мы тогда там жили, в Литве. И, кстати, когда я вот поехал год тому назад в Украину, я ездил к этой семье. Первое место, куда я поехал сразу к ним. Поехал наведать их. Посидели, поговорили, вспомнили. Вот. Да, это очень, скажу так, приятно, да, то есть увидеть людей годы спустя. Да. Тут есть сейчас просто, ну, чтобы зачитывать, это слишком длинная история в этой книге. Там есть такой эпизод. Город Грозный, рядом с железнодорожным вокзалом, там была недостроенная гостиница. Вот. И война шла во всех направлениях, там уличные бои, танки горят, там целую майкопскую бригаду положили сразу же. Там из Саратова еще полк, кажется, танков был, тоже положили. В общем, были бои за вот эту 12-этажку, недостроенную гостиницу. Там ситуация была такая, что на верхнем этаже был русский спецназ. Не помню, человек 30-50, примерно так. Снизу наши были, на нижнем этаже. И они там перестреливались. Наши говорят, сдавайтесь, те не хотят сдаваться. Но они были окружены. Потом была встреча через радиостанции Масхадов, там и русский один генерал, забыл, Бабичев, кажется, с ним договорился о встрече рядом с этой гостиницей. Там перестрелку остановили, и там провели вот встречу рядом там. И, в общем, Бабичев Масхадову говорит, что вот, представляете, война идет, но произошла такая встреча. И Бабичев Масхадову говорит, чтобы мы, чеченцы, сдавались, сложили оружие. Ну, о чем они еще скажут? Ничего путного больше не скажут. И Масхадов ему говорит, это вы сдавайтесь, это вы окружены, а не мы. Бабичев не поверил, как это мы окружены, там все такое. И Масхадов сказал своему охраннику одному, чтобы тот доказал ему,
Бабичеву, что это не чеченцы окружены, а русские, и везде наши. И этот охранник повернулся в одну сторону, он крикнул «Аллаху Акбар», и с другой стороны отвечает также «Аллаху Акбар», наши бойцы. Повернулся в другую сторону, там та же самая картина. Этот кричит «Аллаху Акбар», и везде там наши бойцы отвечают «Аллаху Акбар». Бабичев удивился такой, ничего себе как бы. И потом Масхадов говорит, ладно, будем воевать, но трупы свои заберите. Тот Бабичев отказался и от этого, потому что везде трупы были на улице, валялись, кошки и собаки их ели. Бабичев опять отказался от этого. Короче, и под конец, когда вот эта встреча завершилась ничем, на самом деле, ничего не добились, уходя из этой встречи, с этого места, Масхадов сказал вот так, остановил Бабичева, крикнул ему вслед и сказал, а вот что с этими делать, которые находились в этой гостинице на 10-м, кажется, этаже они были. Вот, что с ними делать? И этот русский генерал махнул рукой, вот так, действительно, махнул рукой и ушел, ничего не сказал. Потом этот спецназ сдался. Их было очень много, все такие огромные амбалы. У них было спецоружие, в то время винторезы, винторезы с глушителем, все СВД, пулеметы, и у них патроны, даже спецпатроны были, такие патроны, которых у нас не было. Есть же там маркировка пули, то есть красная, есть чуть фиолетовая, есть синяя, там, я про 5,45 даже. Вот, все это оружие они сдали, и потом этот спецназ потом обменяли на наших, пленных, там, заложников, вот, обменяли их. Вот такая картина была. Кстати, это в этой книге тоже описан вот этот случай. Анзор, а ты знаешь, кто вот это говорил в 94-м году в радиоперехвате, короче, из ваших, что отводи ребят, ты знаешь этого? Да? Да, вот он это. Живой? Нет, он живой? Не живой он. Это был Али Адаев. Все знали его под позывным Ламбада. Вот. Все называли его Ламбадой. А имя Али Адаев. Очень мужественный человек. Я сегодня про него говорил. И всегда стараюсь говорить про него, про других, о которых не знают и мало говорят. Чтобы эти имена не забывались. Вот. Он был начальником штаба у Басаева. Его помощником был. Его нет живых. Именно во время этих боев, о которых я сейчас говорил, в городе Грозном, вот именно возле ЖД вокзала, когда наши подразделения громили вот это Саратовский полк, кажется, Саратовскую, и вот эту Майкопскую бригаду, вот именно во время этих боев он и погиб. Там свидетели так говорят. Вот у него не было 2 пальца. В его руках взорвался УЗРГМ запал. Запал взорвался, и 2 пальца оторвало. И, короче, мы везде его искали. В то время что делали? Мы своих убитых, раненых сразу вывозили, никак русские не оставляли. Вывозили вот убитых в разные села, куда могли. Там, старые Атаги, новые Атаги, другие села. И мы ездили в эти села в поисках его тела. Там кто-то скажет, вот там было тело, и у него не было пальцев на руке, там, или у него была перчатка, он носил кожаную перчатку такую. Мы так его не нашли. Я понял, хотели просто идентифицировать, короче, по руке, я понял. Да, по разным селам так ездили, но не нашли его. Но это
очень, короче, такое, скажем, серьезное видео, потому что, я же говорю, я очень Да. давно, Мгм. ну, как бы смотрел и смотрю дальше, короче, за вашей войной, то есть анализирую с нашими войнами, да, вот что сейчас, короче, там и с грузинскими войнами, ну, с разными. Мгм. И мне очень вот это понравилось, что когда они, короче, зашли в Грозный и типа никого нет. Они думали, что они, короче, Да, все рассосались. убежали. Да, они действительно заехали в Грозный, никакого сопротивления, и потом началось громить все подряд. Танки убегали, за ним бегали гранатометчики, стреляли. По одному танку несколько выстрелов делали. Даже если он уже был подбит, он ехал, горит такой, и его добивали вообще. Э, Да, да, да. У нас как, ну, когда из гранатомета вообще стреляешь, там кричат «Аллаху Акбар». И вот Да, да, да. была даже такая шутка во время Первой войны, что якобы русские сказали, что Аллаху Акбар это еще ничего, но если крикнут Мавогит, вот тогда вот держись. Мавогит это не отпускай, не упусти его. Как бы. Да, не упусти. Да. Это было что-то на самом деле. Они не ожидали, они недооценили нас. Да, они думали, что это прогулка, короче, легкая будет. Да, Они же так и да. думали, что вот сейчас там же, как этот, не Грачев, а кто там, как этот ихний, короче, был, я уже забыл, как его фамилия, вот этот генерал, что Шаманов, говорил, короче, да. Шаманов, Куликов. Не Лебедев, как этот был, ой, короче, русский вот этот генерал, который Лебедь. говорил, что да, мы там за неделю, короче, здесь, если мы Грачев. захотим, мы там за неделю стоял такой. Грачев. Не слышно, Анзор. Не слышно? Нет, не было слышно, да. Грачев. Вот, бляха, как его Пашка, это было? Пашка Ну, неважно, Мерседес. короче, русый швайный генерал, то есть говорил, короче, что типа, да, мы там за неделю, короче, и так дальше, и что, где эта неделя? Они даже не понимали, просто они не думали, что простыми гранатометами, да, пулеметами, автоматами ребята будут, короче, бороться за свою страну. Короче, это для них, ты знаешь, ну, просто русские, они вот это, короче, Советский Союз сделал, о, мы там армия, и что своим металлоломом в городе, короче, в городе танки и БТР, это, короче, самая лучшая мишень. Да, За 2 часа он говорил даже, за 2 часа. Одним парашютным десантом. Да. Вот это, короче, я забыл, как его. Да, Да. ничего. Чечню за 2 часа, а Украину за 3 дня они собирались взять. Ну, Но мы же не знаем, какие это часы, какие это дни. Как они считают. так тупо, вот как мы сейчас говорим, на Грозный пошли вот танки, вошли в город. Вот то же самое они уже начали делать в Украине. Вот танки вот так едут, ну, настолько вообще двинутые на голову, что у украинцев есть и хорошее оружие, которое может, есть артиллерия, есть авиация, есть, могут быть и дроны, но они поперли так. Байрактарами, Да, Байрактары утюжили эту вот колонну всю. Я тебе скажу так, что вот сейчас это реально война, короче, война дронов, Да. потому что если у нас, например, не хватает там снарядов, да, но дроны делают столько работы, это вообще, я ж каждый день, у меня есть много наших каналов разных, короче, военных, да, то есть где ребята показывают, короче, это просто. Мы вот недавно нам парень один написал от Алины и Андрея Коваль, короче, на Воге сброс, короче, с дрона приветствия москалям. Да, мы сегодня оплатили 4 дрона, так что еще напишут. Да. Мы купили, короче, собрали там, ну, мы собрали пацанам, да, завтра заберем.
сделаем, короче, фото, а потом еще пацанам отправим. Еще 2 приедут, но 2 приедут таких уже побольше, потому что это 7, а еще заказали 10. То есть это уже такие как бы... И вот сейчас мы будем работать, скажем, в этом русле, потому что раньше мы там автомобили, тепловизоры разные, но этого как бы хватает, а сейчас это надо дроны и рэбы. То Да, есть такие вот в рюкзаке, короче, у пацанов рэп. Он, например, идет на штурм, и он знает, что в него орковский дрон не прилетит, потому что он его просто-напросто, короче, как бы глушит и все. пошлет. Да, сейчас очень важно, когда не хватает снарядов, мы все помогаем теперь дронами. Да. Ну и вот я слышал, короче, сейчас и Англия подписала какой-то с нами там договор, что дроны, короче, будет поставлять. Норвегия тоже сегодня видел, написали, что тоже будут помогать, короче, и снарядами, и дронами. То есть, как бы, ну, они понимают, что дрон это как бы, ну, одним дроном, например, можно остановить, скажем, танк или БТР, а потом еще 2 скида, короче, от РПГ-7 скидает на него, и все, и танка нет. Скажем, там снаряд от РПГ будет стоить, грубо скажем, там $300-400, да, а танк будет стоить, короче, больше $1 миллиона. То есть, как бы, и, ну... Там же сверху броня слабая, там, можно сказать. Ничего нет. Хомича, что? Я сейчас кое-что хотел рассказать. Да, пожалуйста, Да, конечно. сейчас просто Али ждал. Али, кого там убрать? В общем, мы сейчас недавно говорили, я говорил про ламбаду, про этого Али. Ну, я вспомнил такой случай. 26 ноября 1994 года в то время оппозиция, ну, это те же самые кадыровцы были, прорусские. Они вместе с... У меня зависает или у Анзора? Может... Не зависает ни у тебя, ни у Анзора. Все Нет, нормально. Все нормально? Да. И вот это так называемая оппозиция, вот, ну, вот эти бандиты прорусские, они на российских танках вторглись в город Грозный, чтобы сменить власть, ну, Джохара Дудаева, нашего первого президента, вот, и установить вот свою власть, русскую власть. И эти танки, около 100 единиц, зашли в город Грозный с разных сторон, с 3 сторон. Ну, танки были там Т-72, Т-62, БМП, БТР, Шилки, вот такая техника МТЛБ. И за короткое время, вот утром все это началось, утром, и уже днем все было разрушено, разбито, все танки горели. И, в общем, этот случай произошел днем. Отец тогда находился в президентском дворце. Он вызывает к себе вот этого нашего героя Али Адаева, ламбаду. Масхаду вызывает Али к себе и говорит: вот, Али, они сейчас сконцентрировались и находятся на территории парка Кирова. Это, ну, центр Грозного. Там было наше телевидение, гостелевидение. Вот в этом парке они там, эти танки находятся. Сколько тебе надо времени, чтобы разбить эту технику, там, уничтожить их? Масхадов спрашивает у Али. И Али отвечает таким образом. Он показывает вот так свои 2 пальца. 2 часа. 2 часа. Да. И он ушел. А он такой: так, все нормально тут? Лайв. Слышно? Да, все слышно, да? говорите. Да, слышно. Али Да. сейчас вернется. Он, Понял. походу, перегружает. Понял. В общем, я так показал 2 пальца своих единственных и ушел. А он был такой, ну, худенький, невысокого роста, но просто мужик был с большой буквы, мужественный.
пошел, разбил все там, всю эту технику, забрал кучу трофеев там, и едет такой со стороны этого парка Кирова к президентскому дворцу, вот эта колонна техники трофейной, там ГАЗ-66 и другая техника, вот, именно на ГАЗ-66 там куча трофеев, разных боеприпасов, и пленных ведет. Вот так вот он в течение вот этого промежутка времени короткого разбил всех там. Такой мужественный человек был. И что мне нравится в русских, вот после всего этого они там начали выдумывать всякие небылицы. А вот наши танки были заминированы, поэтому якобы они взрывались. Вот так и действительно говорили, что не было горючего, не было там этого, не было другого. У чеченцев, как бы, ну, у нашей страны, оружие было более современное. Все вот, пытались, ну, придумать, чтобы уйти, как бы старались уйти от позора. Это действительно был позор. Вот. У нас не было оружия, действительно, вот, что у нас было, у нас фаготов-то не было. Ну, были там небольшое количество, но было много РПГ. Чеченский атом. РПГ, да, РПГ это сила. Чеченский атом мы называли его. Мы что только не делали с этим РПГ. Снимали боевую часть, туда клали вот такую пластину, и закручивали обратно, и стреляли. И он летел дальше, не самоликвидировался. Вывинчивали взрыватель, и туда это самое, заливали всякую жидкость, ну это масло, там керосин, все это смешивали. И так стреляли. Что только мы не придумали во время той войны. Вот и по поводу 26 ноября. Это был первый штурм в 1994 году. Позорный штурм российских войск. И фактически мы делаем отчет первой войны именно с этой даты. Это была первая их попытка захватить Грозный и сменить нашу власть. Потом, во время после этого штурма, во время этого штурма мы захватили военнопленных. Мы их показывали по телевизору, везде, все каналы передавали. Вот чеченцы захватили российских военнослужащих, офицеров и солдат. И эти офицеры и солдаты были из элитных частей, там Таманской, Кантемировской танковой дивизии. Вот. И мы поставили такой ультиматум, хотя мы этого делать не хотели, что вот если Россия их не признает своими военнослужащими, то мы их расстреляем, как бы так. Но и что? Россия отказалась. Она не признала ни Грачев, о котором мы сейчас говорили, ни Ельцин, тем более, никто не признавал их своими военнослужащими. Мы что сделали? Мы их отдали, этих военнопленных, мы отдавали, вот там приезжали разные депутаты, я помню, одному депутату там 5 человек отдали, другому 3, так, в общем, всех отдали, ничего с ними не сделали. Вот, ну, если бы, конечно, сейчас многие чеченцы, я слышал, говорят, если бы сегодня, ну, то есть тогда, в то время, мир помогал бы нам, вот, просто даже оружие, нам больше ничего не надо было. Я помню, летит самолет Су-25, там 27, пикирует, ракеты, бомбы кидает по нашим селам. И чеченец от злости не знает, куда себя деть, что просто у него нету ничего, чтобы стрельнуть, сбить этот самолет или повредить его хотя бы. Стреляли из двухстволок, просто в воздух, чтобы стрельнуть. Из автоматов стреляли по самолетам. Вот. Если даже в то время мир помогал бы, то, наверное, бы
последующих событий не произошло бы. Я уверен, что не дошло бы до Украины, где-то даже, может быть, и не дошло бы до Грузии, вот, до войны в Грузии. Надо было, вот, все, конечно же, тогда это все завершить с Россией. Но, ну что, сейчас сделаем. Анзор, скажешь вот про этих ямадаевцев, короче, да, вот про этих. И Мадаевы, ну, такие же подонки, как и Кадыровы. Никаких различий нету. Ну, знаете, Сулим сидел, я помню, интервью давал. Я так и не понял, о чем он говорил. Просто было непонятно, под чем он, что он нюхал, что он вколол себя. Он какую-то чушь нес. Такую же чушь несет и вот этот Кадыров. Тоже не Понятно. Да, Я просто хотел спросить, они типа на амнистию повелись, да? Ямадаевы? Да. На амнистию, но я не думаю, что там амнистия сработала. Вот. Скорее всего, знаете, Ямадаевы и вот этот Кадыров, они из одного тейпа, то есть клана. Я понял. Да, они из тейпа Бено. Но я не говорю, что Бено это все плохие. Нет, у нас Байсангур Беноевский герой. Вот, и много героев, вот, которых я знал лично, которые погибли во время войны. Вот, но, видимо, вот эта родовая линия, связь вот как-то сработала. Они вот так надавили на Ямадаевых, и они примкнули к Кадырову, в общем, наверное, где-то так, я считаю, еще до начала Второй войны, потому что до этого, в 1998 году, в городе Гудермес Ямадаевы и Кадыровы пытались сделать все возможное, чтобы началась внутричеченская бойня. То есть на почве такой, вот вы сунниты, вы салафиты, вот это, чтобы сыграло, чтобы мы пошли друг против друга. И вот масло в огонь подливали именно вот эти Ямадаевы и Кадыровы. Да, предатели, короче, Да, своего предатели, народа. одним То есть, словом. ну, ты знаете, я так скажу, что просто мне кажется, что это все, короче, сыграло. Во-первых, это 100% большие деньги, за которые они продались. Да. Предложили хорошие деньги, но я скажу так, что я не знаю, как они были уверены, что их же, например, вот этого Кадырова, да, этих всех предателей, как они были уверены, что их не уберут. Вот мне, ну, как бы в голове сидит такое, да, то есть, ну, он же сам ходил, рассказывал, что он такой, короче, там, зарезал там, короче, русских и так дальше, и ему предложили, например, скажем, быть предателем, и как он, или он думал, что его убьют, или он не думал, вот это, короче, как бы такое, как, ну, например, как человек, который воевал против другой страны, да, то есть, ну, предложили ему деньги, ладно, там, и сказали, что там еще власть, но не боялся ли он, короче, что его уберут, вот в чем дело. Я думаю, что он и по сегодняшний день боится, то есть не спит он хорошо. Кадыров боится, да, боится. У него очень много врагов. Ладно, мы там сторонники Ичкерии, но это и простой народ. Сколько вот они натворили, вот эти кадыровцы, вот с этим народом. Это также и те люди, которые вокруг Кадырова сейчас находятся. Если где-то сейчас пошатнется путинский режим, пошатнется и кадыровский режим, вот это их верхушка. Вот тогда все это может заработать. И мы даже, чеченцы, сами говорим, что наши руки не дойдут до Кадырова.
Потому что появятся люди, которые точат зуб на него, люди из его окружения. Они его сами сожрут, я считаю. Анзор, думаешь, вот эти люди, которые его сейчас окружают, они притесняются Кадыровым или нет? Преклоняется? Притесняются. Кадыровым? Да. Он их унижает. Унижает. Открыто при людях он всех унижает, как хочет. И они ему в ответ ни слова, ничего. Никаких Анзор, эмоций. помнишь видео, где Кадыров где-то в 2007 или 2009, точно не помню, но в любом случае в 2007 или 2009 году это видео было, где он говорит: я за рулем, я хозяин, Помните? а вы все никто. Да, вот да, так да. говорит, а вы Да. все никто. Угу. Он говорит, короче, мы еле-еле убрали фамилии, другие фамилии. Сейчас, говорит, фамилия Кадырова впереди, он говорит. Да, стало... Моя фамилия, типа, что его фамилия впереди. А вы все никто. Рамзан сказал, все, типа, говорит, закон говорит. А вы все никто, вот, понимаете? А вы все никто, говорит. И даже кадыровцы унижают друг друга. Понимаете? Те, кто стоят в верхушке, им все дозволено, и они все, что хотят, делают. Даже я знаю такие семьи, среди которых люди пошли военные, именно работать на Кадырова, заставили, точнее. То есть есть такие семьи в Чечне, которые ни в какую не хотели, чтобы у них что-то было связано с кадыровской системой. Они специально заставляли таких, чтобы их семья была запачкана. Понимаете, что вот такие у нас тоже есть. Поэтому там среди них тоже очень все не так. То есть помните, когда мэр Аргуна некоторые пытались убрать Кадырова. В 2009 году целый ОМОН Аргуне пытался убрать, короче, Кадырова. Потом их, помните этот чеченский халк? Мамак Кори. Мамак, который там поднимал, почти машину поднимал, чеченских, чеченских, вот их всех убрали, львам отдали, именно львам отдали. Среди них есть родственники, дальше родственники, которые это все готовили, которых целый ОМОН в Аргуне пытался, то есть, понимаете, поэтому Кадыров боится. Вы видели, как когда стоят, когда подходят, медали им дают, на автоматах, на пистолетах рожки нету, то есть патроны нету. У некоторых даже и рожков даже нету. Понимаете? То есть даже боятся даже давать своим бойцам патроны, когда приходит туда Кадыров. О чем еще тут говорить? Ну, а смотрите, вот он, например, там он летал, куда он там, в Саудовскую Аравию или куда он там летал, и это, ну, как бы, это тоже мусульманская страна, да, то есть и там как бы есть тоже, скажем, ну, вот больше, скажем, там, религиозные, да, кланы, которые там вот все, например, по религии, они разве не знают, что он творит среди своих, короче, Андрей, среди своего народа мусульманского, что он творит такие зверства? Андрей, нету ни одного исламского государства, где верхушки власть хоть как-то волнуется за свой народ. Тут есть пророссийский полный рост, также есть арабские страны пророссийские, есть полностью подчиняющие Америке и Израилю, также есть, как я сказал, полностью подчиняющие. Например, вот любой чеченец поедет в Саудовскую Аравию, Ирак, неважно куда, Египет, куда угодно, и Россия скажет, отдать этого человека, они отдадут. Еще запытают, чтобы еще угодит, короче, этой России, и сразу же отдают. Скольких кавказцев отдали, скольких кавказцев пропали без вести на территории арабских стран. Понимаете? То есть, вот смотрите, вот недавно что случилось в Турции? Кто-то там взял, какой-то теракт устроил в церкви, собрали полностью, начались охота на кавказцев. Как ни странно, 40 женщин посадили, больше 100 кавказских посадили. То есть даже Турция полностью помогает по отношению к кавказцам.
Я вообще молчу по арабским странам, поэтому в самих арабских странах, вот посмотрите Саудовскую Аравию, 5000 студентов посадили в тюрьмы, именно ученых ислама, Ну, студентов. я понял. Типа религия в этих странах уже, короче, уже ничего типа не значит, просто Такая же все, религия, как и все Чечня. бизнес. Я понял, все бизнес, короче, Да. я понял эти, короче. Да, вот просто, знаешь, я смотрю просто потому, как они, например, относятся к палестинскому народу, да, то есть взять, например, ни одна страна, короче, не пускает к себе беженцев, да, то есть вот взять, например, тот же самый Египет, да, отгородился и еще сейчас там стену, короче, строят. Была у них стена там с колючки, а сейчас еще кирпичную строят. Взять, например, еще там разные. Вот мне это непонятно. Они себя позиционируют, типа, они такие, короче, верующие ребята, а вот простой народ, короче, просто пустить к себе, дать кусок хлеба, дать воды напиться, да, то есть, чтобы люди не умерли, они не пускают. Конечно. И при этом, вот если взять, короче, вот Эрдогана, он на словах, конечно, крутой, короче, но на деле полностью от А до Я поддерживают газ, вода, нефть, все, что надо, продает Израилю. Все надо, понимаете? На словах там кричит то же самое, на словах там по отношению к кавказцам одно, на деле, короче, полностью преследуются кавказцы. Я говорю, что как будто специально вот какое-то нападение якобы было на мечеть, на церковь, короче, именно начали преследовать кавказцев. Но нету ни одного доказательства, что напавший был кавказец. То есть, как и в России, когда вот, например, даже допускаем какой-то там теракт устраиваться на территории Российской Федерации, сразу начинается преследование всех. Да, да. Вот это игиловцы, это эмиратовцы, это вот хотели взорвать чуть ли не всю Россию. У них чуть ли не была, там, тротил, на всю Россию, там, взорвать всю Россию, понимаете? Находят там всякие пистолеты и так далее. То есть у меня же тоже такое было, что когда на стол, принесли мне, пояс шахида, пистолет Макаров, который я в жизни ничего не видел, положили на стол и туда добавили наркотики, 2 пачки, Али, а сколько вы заплатили, короче, чтоб шашлыки жарить, короче, в сезон? Не, мы не платили. За это мы не платили. Мне очень понравилось. Следственный изолятор, короче, шашлыки. Как должно быть. Хорошо жили. Поэтому, Андрей, так что эти исламские страны, так называемые, такие же, как Дагестан, Ингушетия, Чечня, Черкес, вот поставлены бичи, чтобы они управляли народом. Все то же самое везде, Поэтому мусульмане, которые соблюдают свою религию на территории там, да, вот кавказцы, именно едут в Европу, в европейские страны, потому что там права защищаются намного больше, чем в этих так называемых странах, которые готовы продать тебя ради своего интереса, продать тебя. Там никто просто не притесняет другие, скажем, религии. То есть ты свободный человек. Ну, хочешь, молишься 5 раз в день, хочешь 12, хочешь не молишься, хочешь, да, ну, в том и есть прикол, что Европа насчет вот этого, ты ты человек с большой буквы, все. То есть тебя не будут притеснять, Да. А вот сейчас ты видел, вот тоже то же самое. Я думаю, что это рука Кремля, вот этого нашего пацана 17-летнего, зарезали. Один был из Турции, а другой был еще из какой-то, арабской страны. Вот этого пацана в Германии нашего, который приехал, или Олимпиада там, какая-то была, или что. То есть спортсмен, пацан, 17 лет. И его, подбежали вот эти придурки и, ножом порезали, убили. То есть я думаю, что это тоже рука, растет из болот. Потому что сегодня в Берлине тоже украинскому пацану малолетнему, тоже дали серьезно по голове.
То есть это уже начинается там, короче, вот это все. Да, вот эти русские немцы, знаешь, русы швайны, я их называю, русы швайны. Скоро будут китайские и русские, русские и китайские, или русские и Сан Чин китайцы. Суань, да. В китайская история сейчас, они всем своим, всему своему народу, они говорят, что вот эти земли, которые ближе к Китаю, скажем, в Сибири, они говорят, что это исконно их земли китайские, и они уже где-то там даже постоянно намекают России, что, ребята, надо, короче, отдавать. Да. Андрей, Да. тебе привет от Мальфара. Он говорит, что решил поспать, а тут Коваль не дает, на псячей мове разговаривает. Да, Мольфар, это наш друг, короче, он военный, он тоже Рассказывай. очень, я не буду, просто он военный, я не буду говорить, кто он, что он, просто он военный, очень хороший, короче, скажем так, самый лучший наш друг. То есть он, короче, у него сна, наверное, нет, короче, вот сидит в ТикТоке где-то, увидел меня и... Но его лучше не поднимать, потому что он может материться очень, очень сильно. Будешь отчитываться, почему ты разговариваешь на псячей мове. Ну, якби я знав чеченську мову, то я б розмовляв на чеченській мові. А так я не знаю, на жаль, я не знаю, і мені приходиться розмовляти. Это наш с вами трофейный язык. Это даже не русский язык. Да, не, смотрите, я всем говорю, что нет русского языка, в русском языке 60% тюркоязычных слов, финно-угорский язык, то есть в финно-угорском это и украинский, и белорусский, и латынь, то есть а русского нет, так же само, как республика русская, где в России есть русская республика. Они говорят, я русский, вот, например, да, а ты ему сразу задаешь вопрос, так а скажи, вот есть там удмурты, есть якуты и так дальше, есть у них своя, скажем, республика, да, там Башкортостан и так дальше. А где твоя русская республика? Он говорит, у меня дух русский. Какой дух? Это... Душок. Душок, да, это бздык, знаешь, такой... где-то там проснулся и так тихонько, там бздык такой русский. Русская душа, русская душа. Просыпайся. А ты видел, я там тебе про Кадырова сбросил, короче, вот эти мемы, Али? Да. Пиццу, Дон принес пиццу, медаль тебе за завоевание пиццы, короче. Там, ты скушал пиццу, медаль тебе, короче, за то, что ты покушал пиццу. Это, Медальонер. да, это легионер, короче, по получению медали. Так, Алиш Ташкентский. Да, ассаламу алейкум всем. Ахмадуллах, баракату. Здравствуйте. Да, вот я сейчас сижу, вас слушаю. Так же, как, например, вот недавно услышал, что никогда не было. У меня мама русская, отец узбек. То есть я недавно узнал, что узбек это появилась только недавно нация. Представляете? Это, я когда слышал, откуда она вообще появилась. Просто мне интересно, да, вот это вот слушаю. То есть не было, оказывается, узбека нации, не было никогда. Это так сейчас говорят, да, так мода какая-то стала. Узбек не был. Вот так. Мне интересно вот это все вот слушать. Из-за этого вот меня сейчас к вам поднялся, тоже слушаю. Русский тоже, да? Это русский. Он вообще откуда вообще появился русский человек? То есть... Из болот. Вот вы сейчас тоже до этого сказали, и у них нету страны, да, своей тоже, да, получается? Нету, конечно. В Российской Федерации есть много республик, короче, вот чеченская, дагестанская, ингушская, черкесская. Да, я знаю. Да, но русской нет республики. Да. Понятно.
Ну, это вот эти мордвины, мокши там разные и так далее. То есть это ж не было такого народа. Когда князь Владимир хрестил, короче, Русь, да, на Киевскую Русь, то на Красной площади еще медведи, короче, бегали. Алиш, вы знаете, ничего удивительного нет в том, что, как вы сказали, да, узбеки, ну, узбеков не существует. Украинцев же тоже не существует, они говорят. Поэтому мы к этому Ленин уже создал все привыкли. это и казал. Да. Если их послушать, поэтому не Говорят, удивляйся. говорят, что Украину Ленин, короче, придумал. Ну, это ж, ну, Зеленского отец воевал, отец да? в 47 году, короче, родился и сразу пошел на фронт. Он же сам сказал, да, что он 47-го года. Ну, вот это бред. Это сейчас, это даже вот я слышал, короче, разных там экспертов, да, они говорят, что он опозорился, короче, в очередной раз, и все вот это интервью уже услышат все. То есть, как бы, сейчас Я 21 знаю, что век. имею в виду, Путин прямо в этом эфире сказал, что Зеленский 47-го года, то есть отец 47-го года сказал, он что сказал? Да, он сказал, смотри, он сказал так, что отец Зеленского родился в 47 году, но он, короче, Нет, он участвовал. подожди, Андрей, он не сказал, что он родился. Смотрите, он сказал, что я неоднократно разговаривал с Володей Зеленским о том, что его отец был фронтовиком, и как теперь Володя Зеленский может поддерживать нацистов на Украине. Вот. А отец, ну, он не сказал, что он 47-го года рождения, он бы опозорился в войне. Ну, а на самом деле отец Владимира Зеленского 47-го года рождения. То есть понятно, что никак он не мог быть фронтовиком. Так, я сейчас... Пауза. Кстати, индийцы тоже, наш брат-любитель говорит, индийцы тоже русские, вы не знали это? Ну да, Чироки племя, это тоже по-любому Ленин придумал. Реально русские говорят, что они тоже, короче... видели, да, как русский говорил про якутов? Алиш, смотри, они же тоже постоянно, вот, скажем, в Советском Союзе и сейчас говорят, что вот наши там когда-то боролись там с басмачами, да, то есть вот, ну, как они оскорбляют другой народ. То есть они же перекрутили всю историю, и они сейчас, вот, например, кто уже хочет, ну, имеет желание такое посмотреть, узнать, что это за слово, ну, уже 21 век, как бы, есть интернет, можно, короче, все узнать, и некоторые люди просто-напросто смотрят на это как, ну, как на анекдот, понимаешь, потому что они раньше им в голову долбили, что есть какие-то там, короче, в кавычках, басмачи, с которыми, типа, надо было сражаться. То есть, а за что сражаться, почему, короче, и так далее, почему они этих людей обзывали так и так дальше, понимаешь, это же никто никому не говорил, то есть история умалчивала во всем, то есть, что были узбеки, например, они хотели иметь свою страну, то есть тоже хотели быть независимыми, и они боролись за свое государство, понимаешь, а людям доносили, короче, вот это, короче, есть там очень много, есть вот этих советских фильмов тупорылых, вот про этот, короче, «Белое солнце пустыни», там, да, что, то есть Петька, вот там, это Чапаев дебил, короче, ну, они же все там, два дебила, это сила, короче, как бы вот это... Постоянно вот это... Да, скажи. Для меня сейчас вот самое главное, да, вот я как начинаю понимать, вот наши тюркскоязычные, да, сейчас объединяются, это для меня это самое важное, вот это хорошо, наши братья, да, вот мусульмане, это уже хорошо. Ну, смотри, объединяется, но
какая цель объединения, понимаешь? И чтобы не было такого, один тянет в одну сторону, другой в другую, а третий еще куда-то тянет, понимаешь? Объединение это, ну, если бы было, ну, дай бог вам такого объединения, чтобы это было реально и в экономической сфере, скажем, и в военной сфере и так дальше, чтобы вот, например, сделали вот этот уран, да, то есть и как бы один за другого стояли горой. Вот это бы было очень хорошо. Но если это будет только для власти, то есть власть между собой будет что-то там делить, продавать, а народ дальше будет жить, короче, плохо, ну это тогда объединение, это все равно, что будет, что ООН. Да, они постоянно обеспокоены, а на самом деле, короче, как бы ничего из этого и нет. Да. Не, ну почему? Смотрите, сейчас самое главное, мы же видим то, что происходит, то, что между, вот, например, Узбекистаном, да, также взять Турцию, также взять, например, Казахстан, также взять, ну, все видите сейчас свободно, то есть мы нормально стали относиться друг к другу. Это уже понятно, что это к хорошему все идет, понимаете? Алиш, я добавлю кое-что, смотри. Да. Чеченец приезжает в Казахстан, Россия запрашивает, его отдают, его преследуют. Чеченец побежал, короче, в Киргизию, его взяли, короче, отдали. Понимаешь? Вот если это объединение будет такое, что полностью лягут, короче, по-подрусски, то лучше бы это объединение не было. Если то, что сейчас есть у власти в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане, в Киргизии, в Турции, то, что есть сейчас, это все останется, и на это будет объединение, то это будет, наоборот, зло другим народам и самим даже этим народам. А если они полностью поменяют и будут, короче, этот Туран будет на объединение в интересах этих народов, в интересах мусульман, да, то это другое дело. То, что мы сейчас видим, это полностью несправедливость, понимаешь? Полностью работают на русских. Вот не может ни один кавказец, особенно чеченец, приехать в страны СНГ и там попросить убежище, например, не может. Просто приехать там, отсидеть даже не может. Сразу же по запросу России, даже не Интерпол, а просто федеральный розыск даже, сразу задерживают в интересах Российской Федерации. Помните, да, как в 99 году свободно Путин приехал в Астану и прямо в Астане сказал, что если надо, если надо, то и с Аллахом будут бороться, понимаешь? Найдет управу и на Аллаха. Прямо говорю, что будем мочить чеченцев в сортирах, короче. Поймаем в сортирах, там замочим. Да, И никто ни слова не сказал. Никто ни слова не сказал. Вот если это объединение будет на этом рабском сущности, то нам это, конечно, не хочется, чтобы такое объединение было. А если, как и сказать, если объединение будет, короче, пользу мусульман, да, пользу своих народов, и не будут, короче, ни под кем, а будут чисто бороться за свой интерес, то это другое дело. Желаем только добра и желаем только объединения, если это будет такое объединение. Говорил казах, не надо сейчас оправдаться ложью. У меня на канале есть видео, где Путин так говорит, не надо сейчас оправдаться, понимаешь? Али, я одну вещь скажу, да, брат, да? Кто вот эти слова громкие кричал, да, там будет бороться с Аллахом, он уничтожит этого человека, понимаешь? Свыше Аллах его с неба скинет и все. Он просто путает. Ну, человек умрет, когда придет время, это понятно. Я имею в виду, что есть это видео до сих пор. И про мочить в сортирах, и будет бороться с Аллахом. Есть видео, это видео в интернете в свободном доступе есть. Каждый может посмотреть. Али, альхамдулилля, да, Всевышний Аллах, кто так вот ему скажет, он любую секунду его у него уничтожит, любую секунду, брат. Я такие слова не слышал громкие, но... Смотри, еще раз повторяюсь. Как ты скажешь, тебя Бог не уничтожит. Бог тебе дает еще, чтобы ты еще этим дерьмом еще был, понимаешь? Да. Поэтому, вот, например, в данный момент оскорбляют ислам, сжигают Коран, издеваются над мусульманами. Например, Россия сотни тысяч Коранов уничтожила, сотни мечетей уничтожила в Чечне. Свободно, мужчин кастрировали, все, что хотели над чеченским народом, сделали, показывали на весь мир, отрезали уши.
Но они же до сих пор сейчас, эти же насильники же сейчас пошли воевать против Украины, они же живые остались, да, значит, их время не пришло. Не надо так думать, а если там кто-то оскорбит кучу Бога, сразу будет наказание. Да. А не надо так думать, если он это сказал бы, значит, его не было. Вот это неправильное мышление. Наказание может быть. Да, я понимаю. Я перебью немножко. Я понимаю, да, Всевышний Аллах нам наперед, да, например, дал нам жизнь, сколько нам прожить. Это мы понимаем, мы это осознаем. Я просто хочу к чему сказать, да, например, это вот я просто на себе, да, скажу. Например, если ты что-то против, что-то говоришь, я тебе вот клянусь, да, она возвращается этому человеку, братан. Я это просто знаю. У тебя понимание просто вообще другое. Если ты знаешь, как ты сказал, если он ты так сказал, если он там сказал бы вот так, вот возьми Башар Асад возьми. Что он сказал, прямо что они говорили, их руководство полностью, на весь мир, в телевизорах, что они сказали? Если надо, мы Аллаха угол загоним. Так сказали, Аллахи сказали, есть видео. Башар Асад живой? Да, он живой. Поэтому не нужно думать так, что если там кто-то оскорбит, и религию, или там Бога, то сразу будет наказание. Наказание в том, что он в этом мире будет, долго, а в день суда у него будет наказание. Это и есть ислам. В некоторых случаях сразу наказывается, в некоторых случаях, дается отсрочку. Аллах же говорит, что он дает отсрочку беззаконникам. Почитай Коран. Аллах дает отсрочку беззаконникам, чтобы они своим беззаконием еще увеличились. Это и есть религия. Да, поэтому не нужно так думать, что если там кто-то там скажет, это сразу. Я понял тебя, брат, я понял. А факт в том, что говорили в Казахстане, да, говорили. Не важно это где было, хоть в Чечне, хоть в России, это не важно. Я не пытаюсь этим упрекнуть. Я имею в виду власть. Если эта власть будет такой, как тогда была, как сейчас есть, то такое объединение, я думаю, что и казахам, узбекам, киргизам, туркам такое не нужно, такое объединение. Я про это говорю. Я понял тебя, брат. Я услышал. Нам нужно объединение на справедливости. Понимаешь, на справедливости. Вот как раз таки нам нужно объединение на справедливости. Не так, что Россия запрашивает, отдают чеченца. Россия запрашивает, отдают ингуша. Вот такое объединение нам, конечно, не надо. Объединение на справедливости, на пользу всех мусульман, на пользу народов, казахов, узбеков, киргизов и других тюркских народов, это уже другое. Я с вами полностью, брат, полностью согласен, конечно. Мы желаем всего самого хорошего, как и себе, вот, столько же и вам. Мы братья все. Да. Лишь смотри, Бог будет судить после смерти человека, понимаешь? То есть, сейчас он дает ему испытания, и если он хочет, он идет в добрую сторону. А если он не хочет, он дальше продолжает жизнь свою, то есть, имея власть над кем-то, да, то есть, издеваясь над кем-то, что-то делая плохое, но как бы везде написано, что как бы человек может покаяться, пока он живой. Да. То есть поменять свое мнение, поменять вообще всю свою жизнь в другую сторону. А так, оно так не будет, что вот мы люди, тем, что вот если мы думаем, что почему Бог не может, например, вот этого человека, да, то есть взять и сразу там выбросить или, что-то с ним сделать. Смотри, у этого человека еще будут, потомки, будут, скажем, там, сыновья. Как вас звать? Извините, вас перебью, как вас звать? Андрей. Андрей, я, слава Аллаху, да, я хожу в мечеть, я знаю про это, брат. То, что вы сейчас мне говорите. Вот я тебе просто говорю, смотри, ты мусульманин, да, а я христианин, но у нас практически одно и то же написано, что у нас в Библии, что у вас в Коране, понимаешь? Бог один, то есть нет богов 10, 15, 20, Бог один, то есть и Бог дал человеку жизнь и сказал, что этот человек свободный, но у человека есть выбор, или он идет в сторону добра, или он идет в сторону зла. То есть это зависит только от самого человека. Андрей, я сейчас прочитаю, подождите, я сейчас
прочитаю аят, хочу, чтобы нашим братам и другим. Сура 14, аят 42. Не думай, что Аллах не видит в том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Все, это уже понятно. Да, Добавить нечего. Андрей, я вам больше скажу, да, Всевышний Аллах, вот Али брат скажет, да, Всевышний Аллах наш не нуждается, брат, ни в нашей молитве, ни в наших закятах, он ни в чем нам не нуждается, брат, мы в нем нуждаемся. Правильно, Али, брат? Ну, это правильно, но смотри, я тебе говорю, что просто Бог создал человека, короче, не роботом, понимаешь? У каждого человека есть свой темперамент, есть свой, скажем, есть язык, который он не всегда может, скажем, удержать, да, а сказать человеку даже что-то плохое, это может быть больше, чем убить человека, понимаешь? Но человек сам делает свой выбор. Вот, например, вот сейчас взять, да, есть люди, которые приезжают к нам против нас воевать. Он сделал этот выбор, а он мог и не сделать, короче, такой выбор, не идти убивать других людей, но этот человек выбрал, это не Бог его послал там, да, то есть сказал, иди убивай, нет, это все дело человека, и каждый человек будет в конце своих дней, то есть предстанет перед Богом и будет отвечать за все, что он сделал в этой жизни. Да, закрываем. Да, закрываем эту тему. Да. Анзор, модуя, Так, мечту, а? модуя, как говорится. Есть, конечно, есть. Давай, Анзор. Ну, я вас послушаю пока. Я пойду, я вас послушаю пока. Ваш ответ Лударья, да, Лулдух Далмула, Шамиль Басаев. Ну, вопрос хочется задать какой-то. Пишите, задавайте вопросы. Так, Ваша был Басаев высший ранга Хатаба военного. Высший вари был по рангу. Я же там ответил, да, Шамиль Басаев в то время был командиром диверсионной, как она называлась? Диверсионно-разведывательный батальон ДРБ в то время. Он, да, по рангу выше был, по званию тоже выше был. Хатаб пришел к нам в 95-м году как доброволец и уже так поднимался, да. Ну все. Так, там еще один вопрос был, я сейчас постараюсь найти. Анзор, нам нужно знать, что такие вопросы именно, как тебе сказать, важные вопросы, да, это, ну, записать яше, короче, потом выложить, короче, именно до эфирща, которые бывают именно важные вопросы, которые, например, вопросы про Норд-Ост, вопросы про Буденновск, вопросы про Беслан, почему там Шамиль пошел на Дагестан, там и так далее, такие. Это вопросы, это моменты именно, когда русские используют именно против нас. В любых эфирах, в любых местах, именно русские заходят и пытаются, это несколько случаев, короче, предъявить нам, но при этом таких же Бесланов, таких же Норд-Остов, таких же Буденновсков у нас были сотнями. Да, ты прав, нужно вот как-то, знаешь, именно целенаправленно по этим темам пройтись как-то, мы можем это ли сделать. Вот почему я сегодня пытался говорить про там, Беслан, Буденновск, Кизляр, именно для того, чтобы услышали в очередной раз, что наши группы туда направились, например, Буденновск, не для того, чтобы захватывать какие-то мирные объекты, нет, а именно для того, чтобы уничтожить вертолетную часть
откуда взлетали вертолеты и самолеты и бомбили нашу территорию, убивали наших близких. То же самое было и в Кизляре, хотя там говорят, вот они захватили заложников там, и так далее и тому подобное. Нет, все было по-другому. Все было по-другому. И как ты говорил, Али, все вот эти чеченские террористы, как они говорят, да, почему-то эти террористы их требования были совсем другие. Остановить войну, вывести войска. А не так, чтобы им дали деньги или там выезд в какую-то другую страну, виллы дать им и так далее и тому подобное. Нет, они требовали остановить войну. На самом деле Чеченская республика Ичкерия, это, можно сказать, была в заложниках у российской армии, у российского государства, которую оккупировали вот, и убивали. Вот об этом надо говорить. Есть одно видео, там какой-то российский офицер без какого-либо стеснения и угрызания совести говорит, вот мы окружили Шатой и поставили ультиматум, типа нашим воинам, чеченскому сопротивлению. Если вы будете стрелять по нам, то мы будем стрелять по Шатою, по мирному населению. И нигде ничего не говорится. Сам российский офицер это говорит, сам признает, как бы так. Вот, конечно, обо всем этом надо говорить. Это часть истории. Надо доносить, вот, сохранить до потомков. Но нам, как мы сейчас и делаем, говорить о сегодняшних проблемах, о сегодняшней ситуации, а также о завтрашнем дне, что мы хотим, куда мы хотим прийти, как мы хотим туда прийти, что будет после победы. Например, Али и другие знают, что на самом деле в 1996 году Аллах Всевышний дал нам эту победу, но, к сожалению, мы не смогли сохранить ее, сохранить то, что дал нам Всевышний Аллах. Вот. Пошли там разногласия и так далее и тому подобное. Это те ошибки, о которых я говорил, что нельзя было делать. Чтобы быть намного сильнее, если бы у нас в нашем обществе вообще не было бы каких-либо разногласий, то во время Второй российско-чеченской войны мы могли бы еще сильнее ударить по этим русским оккупантам. И, возможно, и Кадырова не было бы, и других не было бы, но русским спецслужбам как-то удалось разделить. Русские живут вечно, хохлы, сука, сдохните нахуй. Ага, да. Маме привет, Я как приеду я как приеду обратно, я тебя воспитаю, Вася. Воспитаю, я тебе обещаю. Пускай плывет. Да. Обиженный. Народ, подождите, я просто так скажу. В ночном клубе встретилась ее мать, украинец хохол и чеченец. Подожди, Анзор. Вот и родился выродок, который обиженный на чеченский, на украинский народ. Поэтому давай, Вася, до свидания. Анзор, как еще там вопрос, Анзор, к тебе задаю. Али, салам алейкум, да, приятно было пообщаться, мне после дела нужно. Да, всего доброго. Истинно русское лицо всего лишь. Истинно русский зашел, короче, показал свое нутро. Русский мы мир отправили показал. за русским кораблем к Цезарю. Русский мир показал. Вопрос скажу нам, Анзор. Да. Когда Басаев ехал в Дагестан, что Масхадов говорил? Он был против, говорит? Против того, чтобы он поехал в Дагестан? Да, против или за был? Он был против, он отговаривал его, ну, как тебе сказать, Масхадов узнал, что Басаев поехал в Дагестан лишь после того, когда Басаев появился в Дагестане. И да, он через одного человека, Масхадов направил человека к Басаеву, чтобы тот вернулся, и сказал, что это провокация, что русские придут к нам следом за тобой, нашу республику, и начнут войну.
ну, в общем, отговаривал. Хотя русские упрекали Масхадова в том, что Масхадов и Басаев договорились, и якобы Масхадов был организатором всего этого, как бы так. И вот то, что я сейчас говорю, вот этот упрек, они делают причиной того, что они не могут выдать его тело нам, родственникам. Якобы он террорист, он был организатором вот этих действий в Дагестане и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле там ни Масхадов, тем более, ни Басаев, который действительно был в Дагестане, да, они не виноваты в этом, в том, что там происходило. Вот. Местные группировки, на самом деле, начали эту войну по освобождению там сел, районов и так далее. Вот. А Басаев, Хатаб и другие вот, чеченцы, которые там были, они были в качестве добровольцев. Вот. И все это на самом деле была большая провокация, операция спецслужб России, чтобы заманить туда чеченцев, хоть кого-то, а потом обвинить чеченцев в этом и начать вторую войну. И чтобы на этой войне появился Путин. Чтобы ты дополнил, ну, сказал, да, как есть. Смотри, Анзор, я именно слышал от тех, кто там был, что те дагестанцы, которые у нас жили, мухаджири, дагестанцы, да, они в 99 году поехали обратно вместе со своими семьями, вместе со своим грузом, как говорится. Обратно поехали. Багаудин, Багаудин. Багаудин, да. Да, они поехали, потом русские начали их, окружили, начали их бомбить. И там еще я слышал, что именно даргинских несколько сел объявили о своей независимости. Именно даргинские, как это? Карамахи, Чабанмахи. Да, вот они объявили свою независимость, Шамиль Басаев был их, даже, насколько я знаю, командующим каким-то там мудари, да. То есть доброволец, как, например, русские любят говорить там, когда Россия вела свои войска на территории Украины, Донецка, Луганска, Донецкой области в 2014 году, под предлогом, что это добровольцы. То есть русским можно вести свои войска, то есть, и говорит, это добровольцы, да? А вот, понимаешь, чеченским добровольцам нельзя поехать помочь своим братьям, именно добровольцам, настоящим как раз таки добровольцам. Нельзя поехать. Двойные стандарты, как всегда в России. И что ты знаешь насчет того, что я говорю насчет Багаудина? Я слышал, что Багаудин попросил помощи у Шамиля Басаева, чтобы ему помочь. А Шамиль Басаев, как доброволец, поехал помочь, чтобы их вытащить обратно в Чечню. Слышал, да. И Шамиль, и Багаудин, и Хачилаев, Надир Хачилаев, да. Вот. Они как раз таки попросили помощи у Шамиля и Хатаба. И на эту помощь откликнулись вот эти двое, и, Шамиль и Хатаб, и пошли в Дагестан. Вот. И на самом деле, вот как об этом рассказывали те чеченцы, которые там были, оказалось так, что их позиции, весь этот театр боевых действий находился на голом месте. Негде спрятаться, ни скал, ни деревьев, ничего. Просто их, они были как на ладони. Вот. А можно мне задать вопрос? Да. Вот смотрите, меня интересует, вот вы сейчас уже много лет в эмиграции в разных странах. Как вам удается поддерживать вашу культуру, ваши традиции? Есть ли у вас там общины, например, да, вы встречаетесь, проводите какие-то совместные мероприятия? Вот мне интересно. Спасибо. Знаете, я вот, как тут говорил, родился на Дальнем Востоке. Затем мы переехали в Ленинград, в то время, Венгрия, Литва и так далее. Потом вернулись домой. И все это время, да, у меня были друзья,
И я вот все это время, когда мне исполнилось 16 лет, вот тогда мы вернулись обратно в республику. Все это время я жил среди русских, ну, в общем, интернационала. Там и белорусы, и украинцы, все были. Вот. И я даже не помню, чтобы где-либо я в этих местах встречал своего ровесника или даже чуть старше или младше чеченца. То есть я был среди другой культуры. На улице мы общались на русском языке. Ну, в общем, Советский Союз был. И у нас дома была большая библиотека. Большая часть книг это, конечно же, военные книги, энциклопедии, там артиллерия и так далее, отцовские книги. И много было литературы нашей, кавказской, по истории там и так далее. И я даже сейчас вот помню, когда отец, уходя на работу, он давал мне книгу, как она называлась, «Чеченские обычаи и традиции». Вот. Не помню, кто составил эту книгу. В общем, он мне давал несколько там, сколько-то страниц и говорил, вот, приду с работы, будешь отвечать по этой книге. И то есть он учил меня, он знал, что я в другой среде, не в чеченской, общество другое. Вот. И чтобы, ну, беспокоился за наши корни, чтобы я не потерял свой язык, свою культуру. Вот. Все это самое такое бесценное. Да, мы не потеряли. Мы в своем дома, мать, отец, сестра моя, все мы общались на нашем, ну, родном языке. Русский язык знали очень даже хорошо, изучали другие языки, литовский, английский, было даже французский я изучал. Вот, то есть все зависит от родителей. Сейчас здесь в некоторых странах, да, у нас есть школы. В этих школах обучают чеченскому языку, бывает, обучают Корану, там, исламу, арабскому языку, есть такое. Вот, это наша важная часть вот, чеченцев, вот, как религия. Но мы также знаем, что важная часть и то, чтобы не потерять нохчалла. Нохчалла, то есть это быть чеченцем. Это наши корни, язык, обычаи, традиции. И вот во время встреч, бывают встречи с молодежью, мы об этом говорим, разговариваем. Вот таким образом как-то мы держимся за это и не отпускаем это, зная, что если мы упустим это, то все, нас не будет. Мы не будем теми чеченцами, которые мы были раньше. Вот даже когда наши отцы, родители родились в Казахстане в основном, вот, наши деды, вот, они также и держались за наши традиции, культуру, находясь на чужбине Казахстан, Сибирь, там, Средняя Азия. Вот. И тогда мы сохранили. И сейчас мы делаем все возможное, чтобы сохранить. Хотя русские, вот этот русский мир, делает все возможное, чтобы уничтожить это. Они поняли за всю историю, что физически они это делать не смогут. Не смогли. Ни Ермолов, ни Сталин, там, никто, либо другой, ни Ельцин, никто. Но они поставили другую цель. Подкупить самых подкупных, вот этих самых таких, прямо говоря, подонков, которые любят деньги, продадут, как говорится, собственную мать. Они нашли таких. Это Кадыровы и ему подобные. Вот, а потом их руками уничтожать наши вот эти корни. Вот как мы сейчас говорили, чтобы чеченские дети слушали песню «Я русский». После всего то, что они сделали вот в течение вот 30 лет, 300 тысяч людей убили, мирных жителей, где 45 тысяч детей. И после всего этого вот, чеченские дети должны стоять, слушать эту песню, там, или хлопать потом, или выходить на митинги с портретом этого варвара рогатого Путина. Вот таким образом они делают все возможное, чтобы вырубить эти корни и оставить нас без ничего, как бы уничтожить как народ.
Вот есть даже дома у нас чеченцы, которые в действительности не понимают, что происходит. На самом деле, вот именно вот эту часть, что, да, не стреляют, там бомбовые обстрелы, артиллерийские обстрелы, нету такой войны, но не видят вот эту часть, что по чуть-чуть из нас делают русских. Вот. Вот что на самом деле происходит. Ну, наши гены, наверное, такие, что нас не уничтожить ничем. Да, вот я в Норвегии, там люди во Франции, там Германии, в других странах, в Турции, где бы мы ни находились, мы же не становимся там немцами или там норвежцами. Да, я уважаю законы этих стран. Да, я всегда говорю, что надо уважать. В общем, как-то, ну, чуть мне неприятно говорить, ну, скажу. В общем, у меня старший пришел домой и говорит, вот, что-то он сказал у меня дома, у нас дома, он сказал, вот там он норвежец, вот так, рукой махнул, да, он норвежец. Я его позвал, и поругал. Я говорю, знаешь что, ты находишься в его стране, ты живешь в его стране, тебя никто здесь не унижает, тебе дают крышу, тебе дают образование, медицину, и все это бесплатно. Вот. В твоем возрасте, я вспомню себя, всего этого не было. Мы были под колпаком. Ты сегодня должен благодарить эту страну, Норвегию, их народ, их власть, и уважать эти законы. Вот. Благодари их всегда, что они дают всю эту возможность тебе. В общем, так, сделал то же самое, что сказал бы мой отец, например. А скажите, пожалуйста, какие у вас есть праздники, вот кроме религиозных, да, вот именно праздники вашего народа, которых, возможно, нет у других? Сейчас интересный вопрос. Кто сейчас помнит, Али, какой у нас праздник есть? Ну, у нас в основном религиозные праздники. Рамадан, там и другие праздники. Все религиозные праздники – это наши праздники. В основном это, да, вот есть, мы праздновали Новый год, мы радовались этому. Кто-то празднует 8 марта, ну, это все советское, там, и так далее. Но нам эта религия запрещает, мы это сейчас поняли, понимаем, мы более изучили религию, что Новый год – это, ну, с елкой там и так далее, это вообще не наши праздники. Какие Вот еще? Шамиль пишет 6 августа. Это что за праздник? Ну, это праздники, вот, я так думаю, что, например, там лет 100 назад вообще, так, если по истории, так. Да, 6 августа это освобождение нашей столицы. Там 23 февраля это день Возрождения, например, это день, когда выслали наш народ. То есть такие даты, трагические даты в основном, что связано с войной, что связано с геноцидом. То есть таких дат много. А так, я считаю, что именно 6 августа это День Победы над русским оккупантом. Да. Есть 6 сентября, День независимости, например. Да. Такие праздники. А так, без праздников. Нам дать свой. Алина, у нас полностью история наша стирается, понимаете? Да. Это полный рост. И, к сожалению, Советский Союз, Российская империя очень хорошую, большую работу провела над этим. И также Российская Федерация до сих пор это продолжает. Например, 23 февраля это день траура, но при этом в школах заставляют праздновать. Да. Вот. Да. Ну, потому что у них в этот день другой праздник, понимаете, вот они заставляют праздновать. Да, день там армии, там чего. Для них свои праздники дороже. Анзор, напомни, пожалуйста, 9 мая перекинул Дахач Вацарюш
или они перенесли на этот траур, на 10 перенесли Да, там траур. что-то они изменили, да, было такое. Да. Было. Прикиньте, даже смерть отца трауру перенесли Кадырову. Что за идиотизм? Его отца отправили на тот свет, даже это даже. День космонавтики. Да, день космонавтики. Чеченской. Ну, у нас русские ж тоже бесятся, что у нас многие праздники перенесены. То есть 23 февраля у нас уже никто не празднует, как День Советской Армии и Военно-Морского флота, да? Вот, это их очень бесит. Потом то же самое, 9 мая у нас не празднуется, у нас как бы 8 мая идет день траура, 9, ну, то есть мы не считаем, что 9 мая это как бы праздник, да, мы считаем, что это день траура. И да. бухать, как вот они привыкли, там, бухать, веселиться, там, пьяными петь песни, да, то есть это вообще не та дата, в которой нужно там бухать и веселиться, знаете, как они в их представлении, набухаться, там, поесть солдатской каши где-то там, понимаете, пройтись... Из кирзака кашу поесть, короче, потому что... Пройтись с портретами дедов на палках, потом эти портреты выкинуть в мусорник. Да. Там есть еще вопрос. Масхадов хотел освобождать детей Беслана, сам туда ехать, но русские не позволили. Скажу, школу в Беслане захватили 1 сентября. Вот. Когда это произошло, и где-то 2 уже сентября, ну, здесь многие знают, Ахмад Аударханов связался с нами по телефону, и он так, ну, в такой закрытой форме передал нам, что Масхадов готов выехать, если дадут минимальные гарантии безопасности. И Ахмад Авдарханов, он был командующим юго-восточного направления, ну, чтобы знали, а также был и охранником Масхадова. Вот он позвонил нам и сказал, чтобы мы это озвучили, передали всем СМИ, кому возможно передать. Затем мы связались, написали везде, там обращались, передали вот это сообщение там Радио Свобода и другим, что вот Масхадов готов выехать в Беслан, чтобы помочь вызволить заложников, если Россия даст минимальные гарантии безопасности. И потом что произошло? Русские, когда услышали это, а это было уже озвучено средствами массовой информации, вот, они захватили всех заложников Масхадова, то есть по моей отцовской линии и по материнской линии тоже, всех детей, женщин, стариков, всех собрали, на машинах увезли, кого-то на вертолете отвезли на территорию воинской части в Ханкале, их там содержали. Ну, показать, что если Масхадов действительно захочет туда пойти или там какие-то действия предпримет, то они могут разобраться с его родными людьми. То есть как шантаж пошел. В тот же день сразу же захватили заложники наших родственников. И уже 3 сентября они, как мы знаем, российский спецназ пошел на штурм. Конечно же, всем это понятно, что просто так, ну, единственный человек, кто может отдать такой приказ, это был президент России, то есть Путин. Он и отдал этот приказ. Это не получилось так, что где-то что-то там стрельнуло, взорвалось. Этот российский спецназ стрелял по рассказам этих матерей, они сами это рассказывают, что российский спецназ стрелял из огнеметов «Шмель» по спортзалу, где находились заложники. «Шмель», вакуумное зажигательное оружие, огнемет. И термобарическое оружие. Да, термобарическое. И вот я видел
этих женщин, этих матерей, я с ними встречался несколько раз, я им рассказал то, что я знал. Они мне рассказывали вот эту картину, что неправда, что внутри был взрыв. Школу обстреляли извне. Первые выстрелы были эти шмелями. И в детей стреляли атакующие, штурмующие. Потому что они же выбегали из спортзала, горящего спортзала, выбегали и по ним стреляли. Вот такая картина там была. И вот эти их ранения детей вот были с лицевой стороны. То есть в них стреляли, а не так, как говорила русская пропаганда. По ним стреляли, там в спины стреляли. Неправда. Потому что все это по-другому произошло. И вот, ну, что касается этого вопроса. Анзор, еще насколько я знаю, это же время Шамиль Басаев написал письмо. Да. Написал письмо, ну, ты помнишь содержание этого письма? Там, короче, про освобождение было, я дословно не знаю, что даже чеченцы готовы, короче, вот нас не позволит использовать свои земли против России, чтобы они вывели свои войска, короче, что мы хотим быть свободными и так далее, и так далее. Там. Про это связано, да, то есть. И, Анзор, еще ты забыл добавить, что даже твой отец, президент Ичкерии Аслан Масхадов, он даже не хотел обратно, чтобы ему дали обратно, чтобы одну сторону дали, короче, проход, одну сторону. Сейчас я добавлю тоже момент. Да, ты прав, но это имеется минимальная гарантия безопасности, то есть неполная безопасность. То есть получалось билет в одну сторону. На самом деле, я лишь потом это сказал, после всего этого, потом сказал, что где находился в тот момент сам Масхадов. Он был на пути, он был на границе Ичкерии и Ингушетии. То есть он с одного конца на другой конец республики поехал, дошел до этой границы. Это огромная территория, ну, для нас имеется в виду, когда война идет, где везде блокпосты, просто так на машине не проехать, там риск большой, огромный, но он был на границе тогда. У меня есть еще вопросик, который касается культуры, опять же. Вот знаете, в разных народах там есть народные сказки, да? Вот в вашем народе о чем у вас народные сказки? Мы называем их тюрнаш, ну, то же самое, что и сказки. Ну, как обычно, как, например, в Украине сказки, ну, тоже самое, про самое разное, точно идентично, одинаково. Ты знаешь, Анзор, я всегда вспоминаю песню, короче, «Они ушли», да? Ага. С улыбкой ушел Аслан, навечно озаренный светом, они ушли в иные вечные пространства. Вот это, ну, я знаю много, я очень слушал и слушаю, короче, знаю практически все песни Тимура Мусураева, то есть играю на гитаре, то есть я вот это вспомнил, короче, вот эту строку. Извини, что так, ну. Нормально все. Ну, да, хорошие слова, самые подходящие слова. Вот я очень много слушал этих песен имама Алим Султанова, там и других. У нас были барды, Ислам Бунхоев. Ну, очень такие четкие, замечательные, подходящие слова. Там Насагаев, фамилия такая была, тоже герой наш, Алады Халуэли. Он был с Шамилем Басаевым, пел песни. Вот у него, кстати, он пел эту песню. Я боевик еще с пеленок, меня учили воевать, еще ползти необученным, я был учен высотки брать. Там про Бориса Ельцина тоже он там обращается. Вот такой герой у нас был. Очень светлый, хороший человек. И насчет, Алина, насчет сказок.
я вспомнил, у нас есть сказки вот про нарты. Ну, кто были нарты? Это великаны. Великаны были, ну, это все сказки. И, в общем, что я помню сейчас, конечно, я все это перечитал, я любил сказки, я читал их. Как один нарт любил девушку, и у них была там огромная любовь, и вот этот нарт, ему нельзя было к этой девушке ходить по земле, как бы, ну, встретиться, увидеть ее, и он там сделал подкоп под землей, и вот под землей он это через тоннель ходил к своей любимой. Вот, типа того. Али, а ты какие сказки детям рассказываешь своим? У нас сейчас, как сказать, мы просто объясняем, мы сказки не рассказываем, например, я, объясняю детям, кто враг, кто друг. Ты, короче, реалист, да? Да, Сказочник. Да, например, мой сын, когда я дома, иногда там, когда даже по телефону разговариваю на русском языке, он мне подходит, говорит, не говори на русском языке. Красавчик. 7 лет, короче, типа, не говори на русском. Типа, говори на чечен или English, типа, короче, говорит, но типа на русском не говорит. Ему 7 лет, он уже знает, кто враг, кто друг. Также знает всех наших лидеров, знает наших героев, также знает наших предателей. Сейчас моя задача полный рост именно влить детям, чтобы, например, он сейчас в школе изучает английский и испанский. И как этот он выучит, он начнет, иншалла, и арабский, украинский, он украинский некоторые слова, нормально знает, то есть и украинский. А если он захочет изучать русский язык для того, чтобы вести какой-то информационный, тогда он сам уже решит. 14 лет, не знал, я сам решил. В данный момент сейчас для меня важно то, что он знал нашу историю. Мне сейчас не важны сказки, мне важна реальность, чтобы именно он знал реальность. Чтобы он уже, исходя из своей истории, он уже дальше принимал какие-то решения, да, когда он вырастет, чтобы куда ему надо идти учиться, что ему надо, где ему надо учиться, или какие знания ему нужны. Если человек понимает, да, если человек знает, кто враг, в каком положении наш народ, то он уже будет исходить из этого. Поэтому у нас сейчас такое воспитание идет. Показать про Путина и Карлсона. Али, но твой сын, он не понимает русский? Он понимает русский, но когда ты ему говоришь, понимает, но не говорит на русском. То есть Слава Богу. Сразу идет, короче, жаловаться, короче. Мама, это чувак, короче, на русском языке говорит. У нас, короче, русофобия, жесткая русофобия. Папа, не говори на псячьем языке. Я ему потом объясняю, это трофейный язык, я должен, короче, объяснять, короче, людям, мы об этом должны говорить, короче, но пока что, когда ты спрашиваешь, кто ты по национальности, он сразу чечен, короче, чечен Вольф, сразу автоматически он себя считает волком, короче, и ненавидит, когда волка обижают, короче, где-то в мультике или там где-то в фильме. Папа, чеченцы убили. Ребята, вопрос, как познакомились Масхадов и Дудаев? Это было... Так, мы тогда жили в Литве. Масхадов был, тогда командовал, был начальником, командиром полка артиллерийского. Потом его повысили, его должность была уже генеральская должность. И были вот эти кровавые события в Литве, когда советские войска, ОМОН, они начали убивать литовцев. Потому что Литва тогда заявила о своей независимости. Хотели удержать Литву в составе России, но так не получилось. Вот. И
поступил такой приказ из Москвы, что вот такие воинские части должны двигаться к телебашне, ну, защищать там целостность Советского Союза и так далее. И Масхадов тогда не подчинился этому приказу из Москвы, он же тогда офицером советской армии был. Он не подчинился этому приказу, и более того, он оставил эту армию. Он тогда сказал, что он не хочет быть в той армии, которая проливает кровь своих же граждан. Вот. И мы тогда в 1992 году приехали в республику. Приехав в республику, он в первую очередь пошел к Джохару Дудаеву. Джохару Дудаеву представился, рассказал ему про свой вот, военный путь карьеры. И Джохар принял его, потом назначил начальником гражданской обороны, затем начальником главного штаба вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия. Вот так они познакомились в 1992 году. Анзор, как у меня вопрос, у меня вопрос к тебе. Смотри, Анзор, Чеченский, Советский Союз, как ты сказать, депортировал чеченский народ. Чеченцы вернулись на свою родину, да, и также служили же в советском армии, служили, проходили службу, да, несмотря на то, что это была наша вражеская, именно вражеская, да. Как ты думаешь, Анзор, вот смотри, вот как появился шанс, чеченский народ взял, и как будто никогда мы не были в составе Советского Союза, взяли и начали сражаться за свою свободу, да, идя под землю сотнями тысяч чеченцев, да. Думаешь, как ты думаешь, возможно ли такой же случай произойти, если, например, будет такой момент развала Российской Федерации, и опять даже те, которые служат сейчас российской армии, перейдут на сторону свободы и начнут воевать. Это, думаешь? Могут, да. Смотри, это возможно. Ну, я родился в Советском Союзе, все такое, я знаю, там, помню много чего. Я завязывал галстук красный. Я гордился этим. У меня был значок октябренка. Я был пионером. У меня была мечта в то время, ну, я пацаном был, пойти в Суворовское училище. Как отец военный, вот так тоже у меня... Я любил все военное. И оружие любил. Вот, но, альхамдулилlah, хвала Всевышнему, мы пережили это, у нас открылись глаза, мы поняли, где истина, где ложь. Вот, и, альхамдулилlah, хвала Всевышнему, что мы стоим на правильном пути, то есть пути вот, независимости и так далее. Вот что касается твоего вопроса, да, я думаю, я уверен даже, что такое может произойти. Я уверен. И что у кого-то где-то когда-то откроются глаза, что если какие-то будут происходить события, то у нас появится какая-то часть, перейдет к нам. Я думаю, я уверен в этом. Вот, например, когда 6 августа началась операция по освобождению нашей столицы, 6 августа 1996 года, я был рядом с отцом и видел, как происходила вся эта работа по этой операции. Как он, Масхадов, работал над этой операцией, как он переживал за все, чтобы все это пошло как надо, организовано, чтобы мы не теряли дисциплину в наших рядах и так далее. Вот. Была проведена вот такая работа до 6 августа. Работа проводилась с мирным населением.
работа проводилась с врагом нашим, работа проводилась с этими предателями. Ну, просто возьму один пример. Несколько раз запускали информацию, что такого-то числа чеченские бойцы, воины войдут в Грозный. Ну, там российские блокпосты, которые были в Грозном, и везде, они ждали этого момента какое-то время. Потом опять кидали информацию. И они опять вот так ждали, что вот может быть. А потом уже на третий, четвертый раз они, ну, наверное, подумали, да нет, ничего не будет, у них столько и сил нету, как бы так. Они недооценили нас в то время. Вот это, что касается с врагом. Были листовки, раскидывали везде, в центре Грозного и так далее, обращения к этим оппозиционерам, как мы их называли в то время, хотя это бандиты были. Вот, что... Так, да, были обращения, были передачи через радиостанции, листовки кидали, чтобы они переходили на нашу сторону. И да, действительно, вот эти оппозиционеры переходили на нашу сторону и воевали против русских. Вот. И такое было. К тебе такой вопрос. А как ты думаешь вот насчет вот этой ситуации, что, например, хорошо, они вернутся, там обдумают, да, все типа и станут, короче, как бы ваши ряды. А то, что они делали, короче, до этого, ну, люди ж не все смогут им простить, Да. скажем так, и так дальше. Вот в чем дело. Угу. Согласен. Я не готов простить. Да? Да, я очень добрый, но я не готов простить сейчас именно вот виновников. Да, там надо... Хорошо, что есть интернет, есть телефоны, все такое, и память хорошая, и свидетелей много. Теперь мы знаем, кто предатели, кто где-то пошел ради денег туда, но пока не совершал никакого предательства, мы их тоже знаем. Вот. Но просить то, что они сейчас сделали, это просто невозможно и непростительно для нас самих. Как бы так. Ну да, я за это и говорю, понимаешь, что как бы Поддерживаю. я понимаю, стать в ряды, но это уже на всю жизнь предатели, все, даже если они будут воевать уже типа станут в ваши ряды, да, то есть, но это как бы надо, как говорят, надо топор, короче, держать за пазухой, потому что ты не знаешь, что ожидать от такого человека. Совершенно верно. Вот то, что сегодня происходит, вот эти события у нас на родине, такого никогда не происходило в нашей истории. У нас никогда не унижали женщин, не унижали стариков, не унижали там простых обычных людей. Вот они что делают сейчас, эти кадыровцы? Публично и по телевизору, и собирает в селе у людей, и перед ними унижает. Был такой случай, есть такой один подонок, Даудов. Вот. Они убили одного чеченского героя, вот, нашего воина. Убили, притащили его тело, положили и позвали его родственников, вот, родственников убитого воина нашего. И Даудов, ну, это даже запись есть это в интернете, этот Даудов обратился к отцу, да, Вария, или это же отец был, да, отец. Да, отец был, да. Отец, он, кстати, сейчас во Франции находится. Вот старик в возрасте. И этот Даудов ему говорит, вот мы убили одного твоего сына, ты там пригляди за другими, все такое. Он начал вот таким тоном, высоким тоном говорить с старшим. И этот старик, он сказал, ну, чуть вслух сказал, посмотрев на своего сына, он высказал такие слова: «Пусть Аллах примет твой газават». И
эти предатели услышали это и избили его. Избили. Сейчас этот человек находится во Франции. Вот. И таких много, которых вот так унижали. И, конечно, это непростительно. Даудов, если он, например, начнутся какие-то события, придет Даудов, да, вот, захочет с нами рядом стать, да пошел ты к черту, скажем мы ему, ну, к примеру. И он ответит за все, что он делал с другими. И то же самое мы скажем вот к другим подонкам, которые были причастны вот к этим унижениям, убийствам, пыткам. Это непростительно. Это даже как завещание, это как были мысли Масхадова. У меня есть в переписке, у меня была с ним переписка, вот он говорил, что когда война закончится, не будет того, что было после Первой войны. Мы не позволим это, мы не допустим это, что мы когда-то кого-то просто так простили. Да, мы в то время там иллюстрация, все такое простили. Что больше такого не будет. Каждый, кто был виновен, ответит. И он даже говорил о месте, именно место, где будет суд. Это большое, огромное поле в старых Атагах. Чахкар, Чахкар, так и называется. Вот, что после войны там будет суд над этими предателями. Вот здесь в чате вопрос написали, какое подразделение было самым сильным в Чечне? Гелевский спецназ или другое? Гилаевский спецназ, ну, все были сильные. Каждый может, да, сказать, что этот отряд или этот джамат был сильным. Нет, все работали одинаково и достойно, мужественно воевали. То есть я не смогу разделить, что вот этот отряд был сильнее другого. Да, Гилаевский спецназ, ну, там действительно мужественные братья воевали и хорошо, достойно. То же самое отряд Басаева, там, Ахмада Абдраханова, там, Цагараевы, там, Ахмадовы братья, ну и многие другие. Умал Дашаев, кстати, был убит он в декабре 94-м, в начале Первой войны. То есть таких героев очень много. Был одинокий волк, Ваха Центроев. Одинокий волк. Ну, в общем, много героев. И все они одинаковые. Что все ребята, все герои, потому что все сражались за свою землю, короче, за свой народ, да? Да. Это все, ну, я думаю, делить это неправильно. Нет, это, неправильно, ну, как да. бы все ребята, которые взяли в руки не только оружие, а и камни, и вообще, и палки, кто чем мог, короче, они все, и даже те, кто сдавал, короче, где русские находятся, они тоже, короче, по-своему герои, потому что они все были заодно. У нас были такие случаи, вот, ну, особенно во время Первой войны. Ну, в то время легче было. А Вторая война была более жестокая, в жестокой форме. Все методы применили российские спецслужбы. А во время Первой войны это было начало. Вот тогда это удавалось. Например, едет автобус, мирные жители, проезжает блокпост, останавливают на блокпосту, заходят русские, вытаскивают пацана, например, молодого. Просто так даже. Но, или же увести его, задержать. То женщины отстаивали его, дрались с этими русскими солдатами и не позволяли увести его. Вот, и вот я имею в виду, и даже вот эти женщины, я могу сказать, такие же герои нашего народа. Анзор, я помню это, после того, как убили Аслана Масхадова, помнишь даже, когда просто фото, даже с картинкой, футболку одевали, за это убивали. Да, было. Полностью хотели
у нас в Чечне хотели полностью убрать все, что связано с свободой и нашими лидерами. То есть Шамиль Басаев, Аслан Масхадов, Джахар Дудаев, любая поддержка в любом месте, вот поддержка даже словом, или там ты одел футболку, или там что-то, сразу человек просто убивался. Не так там похитили и там потом отпустили, избив. Нет, человек убивался. Или там сажали там на 10-15 лет за терроризм. У меня тоже был случай, когда я одел футболку и шапку Ичкели с гербом. Это было 2009 год. Меня просто похитили, взяли, просто похитили из-за этого. И подкинули и поезд, подкинули, и наркотики подкинули, и, сказали, что вот что я хотел там пойти и там взорваться. Понимаете, вот они такую работу делают с 2000-х годов, чтобы мы, чтобы, как сказать, чтобы мы боялись, во-первых, чтобы мы боялись, хоть какое-то у нас даже мнение было, чтобы, как мнение бояться на русском, как это, мысли. Да, даже чтобы даже мысли, да, чтобы какие-то даже мысли были о свободе, чтобы у нас что-то хорошее было о наших лидерах, если, например, поэтому по всем вещам, поэтому я считал в Чечне, что чеченцы не обязаны идти в мечети, которые там сидят кадыровские мамы, которые нам всегда заявляли, что если у вас будет трое, то двое из них типа как будто доносит. Вот, чтобы это доверие между чеченцами ушло, чтобы не было у чеченцев между собой доверия. Когда есть доверие, люди собираются, люди готовят какие-то там спецоперации, там что-то еще, или там подобных себе, собираются, чтобы этого не было, специально убирают и убрали, к сожалению, доверие. Вот такие работы они проводят. Али, сейчас только что тут писали, как там было, Джейн, что ты еще не понял мое истинное лицо. Я сказал Джейн, чтобы она вернула вот это вот, не знаю, оно. Может быть, узнаешь у него, какое у меня истинное лицо. Ну, может быть, он лучше меня знает. Джейн, верни его, пожалуйста. Вот по поводу Тамила лучше тебя знает, кто ты. Да, видать, он лучше меня знает, да, может, лучше всех знаешь, может, объяснит он, ну, по идее, да. Нет, левый аккаунт, Тамила, я видел это левый аккаунт, что это, как раз то, что я говорил сейчас, вот такие есть ушлепки, понимаешь? Так, а вон ушлепок еще один пишет. Сейчас в Авдеевке выполняем задачи. Слава России, ребятам в Чечне. Ребята, вы в пакетах там в Авдеевке выполняете свои задачи. В черных пакетах. Это серьезная задача. Удобрение. Так, Кальсто, если ты тут, да, поднимись, пожалуйста, объясни людям. Вот поднимись, да. Я не знаю, ты мужчина, баба. Те, которые сейчас что-то делают, да, вот сейчас Авдеевки и так далее, что-то делают, да, они не зайдут, в эфире не будут такое писать. У них даже времени нету, и они даже не посмеют зайти. Даже использовать телефон там не посмеют, понимаешь, боясь артобстрелы или там, как это заметить. Поэтому балабол это сразу понятно. Балаболы есть балаболы. Даже внимание не нужно нам на таких ушлепков обращать. Я знаю, что это, да. Помнишь, мое последнее вот видео тоже, которое я закинул. Это многих задело, понимаешь? Ребята, я всегда говорил свое мнение и буду говорить свое мнение. А если вам что есть сказать, пожалуйста, поднимайтесь, говорите. А мы послушаем. Здесь вот еще вопрос в чате. Расскажите про помощь ингушей и других. Какова роль ближайших соседей в победе за свободу? Алиал. Ты не говорил. Да, просто, как вам сказать, Алина, вы поймете чеченский народ тогда, когда Украина одержит победу. Вот я просто сейчас объясню им, вот как раз таки украинцы для себя поймут. Когда
русские, которые там участвуют, да, и другие там люди, которые там участвуют. Например, там может быть там 20-30 человек, которые приехали помочь вам. Потом пойдет история, якобы, короче, там было 10 тысяч, 20 тысяч, 30 тысяч человек, которые воевали там за Украину, да, за интересы Украины и так далее. Вот проблема в том, что да, ингуши нам помогали, да, помогали ингуши, да, были те, которые приезжали помочь из Дагестана, были из Черкесии, там двое были из Узбекистана, узбека, да, также были 16 арабов, именно 16 арабов тоже было. Вот, например, если ты спросишь о некоторых арабов, то там у нас там было 3000 арабов. Вот это, понимаете, если говорить правду как есть, да, приезжали помочь, но, к сожалению, что когда нужна была, вот я вам скажу, когда нужна была ингушам помощь в пригородном районе в 92 году, не все кавказцы ответили на это. Надо было всем кавказцам стать как единый. Понимаете, также, когда была Первая война, всему Кавказу надо было, в Чечне, когда была Первая война, всему Кавказу надо было стать. Когда была Вторая война, надо было всему Кавказу стать. Когда на территории Дагестана шли бои, тоже надо было всему Кавказу стать. К сожалению, Россия сделала так, что вы не проходили должным образом помогать друг другу, к сожалению. Из-за этого мы сейчас находимся в составе Российской Федерации. Если у нас была бы должным образом единство и как надо по исламу, по-кавказски помощь, тогда мы были бы сейчас свободными. И сейчас не воевали бы за интересы Российской Федерации. Я могу сказать насчет Грузии. Грузия не дала использовать свои земли, не чтобы использовали артиллерию, чтобы использовали там авиацию или там сухопутный восток, то есть ни в какую не дали использовать свои земли против чеченского народа. Несмотря на то, что была даже опасность в Грузии, что Россия могла, короче, попытаться там захватить. То есть, первый человек, который погиб, короче, это был ингуш, который ингуши не пустили колонну среди своих в Первой войне из своих земель. То есть такие были, да, были там из разных народов, там по 5, по 10, по 15, там некоторые там 2-1 человек. Но такой помощи, которой мусульмане должны помогать друг другу, не было и с нашей стороны, когда надо было, и с их стороны. Вот это и есть проблема. Поэтому мы сейчас все находимся в составе Российской Федерации. Но я еще добавлю, что я ненавижу, когда будут люди, будто со стороны чеченцев, будто со стороны других национальностей, которые заявляют, там нас было там тысячами, сотнями и так далее. Это все, к сожалению, ложь. Это сомнение Юрия Анзори, это то, что я спрашивал у наших ветеранов, потому что например, я где-то несколько часов спорил с одним арабом, который сказал, что на территории Чеченской Республики в Первую войну участвовало больше 3000 арабов, он сказал. Ничего себе, у нас даже воинов не было чеченских, короче, даже 5000 даже не было. Вот это ложь, когда чеченец заявляет об этом, говорит, что это ложь, то мы плохие, которые не признают помощь. Вот, поэтому я говорю, чтобы сразу люди поняли, что в любом случае, когда тема касается чеченской войны, я буду говорить правду, хоть кому-то это может быть не понравилось и так далее. Не было столько арабов. От Луганда, слушай, позвони мне, может, телефон чуа де губо, ага, садя, телефон чуа. Дагам хахунсун. Ну тогда позвони или, короче, зайди со своего аккаунта, поднимись, поговорим, посмотрим, кто есть кто. Или тебе слабо? Ты сидишь там как девушка с левого аккаунта, обиженная. Поднимись со своего основного аккаунта. Как обиженная Наташа. Да, вот она и есть, обиженная, Наташка. Зашла с левого аккаунта какого-то, пишет, что он знает лучше меня. Так, Али использует... Здесь еще вопрос. Подождите. Слушай, Наташа,
с какой цели я сейчас использую Али? Али, Это может Али быть, ты использует сейчас Тамерлана. Это стрим Али. объясни, пожалуйста, может, Али, с какой целью я тебя использую? Тамерлан, не обращай внимания на таких существ, Не-не-не-не. понимаешь? Просто мне просто интересно, Я где использую я Тамерлан обидел тебя в эту своих коварных целях, так что успокойся. Не обращай внимания на таких людей. Просто не обращай внимания, все, Тамерлан. Окончено нахуй, внимание обращай, даже пылью, мачем пыли даже они не стоят. Зачем ты обращаешь? Али, я же тебе говорю, я, видать, где-то обидел ее. Я знаю, где обидел. Я даже сейчас могу примерно догадываться, кто это. Больше могу, что могу, нет, больше, да, с телефон, да, стоишь, не знаешь, я хотел. Шамиль, у нас есть много каналов, есть враги и предатели чеченского народа, есть телеграм-канал, где и есть ИСО канал, везде есть, есть из Турции братья, которые сделали канал, везде сохраняются фотки, видео, где там люди кричат Ахмад Сила, там любой есть, который показывает, что человек является предателем, тот, кто пытал, тот, кто похищал. Все это, имена, фамилии, все это сохраняется. Короче, у нас есть интернет, где все сохраняется. Поэтому мы за это не волнуемся. Каждый предатель, которого мы знаем, он от этого не уйдет. Тот, кто испачкал убийством человека, похищением человека, он за все это ответит по-любому. Потому что Милурева, как у нас один бригадный генерал, даже видео, Асламбек Вацет или Асламбек Борис, помнишь, он говорил, что проблема чеченского народа, проблема чеченцев, это то, что мы всегда прощаем. Нохчу и богш. Говорят, что это чеченец. Милури, вот и... Даже видео есть, где он объясняет это. Не помню, вот. У нас через полчаса, походу, будет жарко. Да? Запустили, короче, 2 волны ракеты, еще калибры запустили с моря. Твари. Вох Аслабек, Вох Шамилесов. Где он на видео объяснял, короче, до Советский Союз, короче, что прощали, то Российской империи, прощали, типа, поэтому это все беда, короче, нам пришло, он говорил, что за то, что мы всегда прощаем, короче, говорят, что вот они же чеченцы, короче, из нашего народа и так далее. Такое видео было на чеченском языке. Анзор, я тебе скину, Анзор, по-любому, чтобы ты, может, ты по-любому это знаешь, видел, может, не помнишь просто. Вспомню по-любому, я, можно сказать, все видео видел. Видео, большинство видео от тебя же. У нас уже 2 часа. Что делаем, Анзор? Так. А у нас уже 5. Всего лишь 3 часа, короче, еще 2 часа нужно подождать. Скажите, пожалуйста. Да, будем праздновать сбитие русских ракет. Да, да. Тамила, может, ты создашь эфир, а я пойду спать? Калибры, да? Слушай, как ты идешь спать? Я же тебя использую. Я же тебя использую в своих коварных целях. Антон, как ты можешь сейчас уйти? Когда окамядыш, почему-то тебя не слышно? Не знаю. Просто полный зуб тайолока окамядыш. Дискриминация. Да, полный рост. Ну почему интересно, когда вот, например, Тамерлан, мы разговариваем, у кого-то не пропадает звук? У меня, знаешь... Звук-то это еще ничего. Знаешь, что самое сейчас большое дискриминация? А что? Что я не использую Анзора, а использую тебя. Пожалуйста. Вот это вот. А кто тебе запрещает? Кто тебе запрещает? Не-не-не. Человек, короче, мне сказал, что я использую Али, а не тебя. Да. Так что это уже дискриминация. У тебя в холодильнике что-нибудь есть? Есть. Вала, есть жижа галныш, есть. Жижа галныш?
полтора часа Да. почти молчал. Он уже начистил на 2 дня наперед картошки. Там, Да, короче, холодильник сделал уборку. Не, я просто сделал зачистку немного. О, Съел. а мы видели, как ты там, короче, набивал рот, аж аватарка шаталась, короче. Ну это нормально. Я тут- сделать эфир или... У меня тут О, виноград. видишь, Анзор виноград. Виноград. Тамерлан, может ты или Анзор кто-то сделать эфир? А я пойду рано вставать. Ну не знаю, посмотрим. Как ты думаешь, Анзор? Да. Сейчас давай я тебя использую немного. Давай. Начинай. Али, ты можешь, А ты то- можешь ложиться спать, потом все выйдут, и эфир Мне просто закончится. Wi-Fi автоматически, короче, выключается. Любое время можешь просто выключиться еще. Понятно. А то, Всё короче, выйдет. я тут использовал вас всех в своих коварных целях, короче, ну, план Барбаросса. Ладно, если ты хочешь Да. лечь спать, выгоняй Ладно. нас всех. Я просто Не, это он, знаешь, сейчас Чуть-чуть по-английски, короче, уйдет, а то мы уже знаем, короче. подожди. Да. Мне будет легче, если что, заходить к вам. Давайте Тамерлан или Анзор пусть зададут эфиры мои. Анзор сегодня проголодался. Да, не, это уже не новость. Ну, Ты, по-моему, вчера тоже, короче, до утра кушал. Я извиняюсь, конечно. Да. Конечно, Эля, ты должен был Мой, увидеть. кроме голодовки. Короче, Да, да. целое, вот, короче, сабок, да, сабок пиряшки, шухуаешкин, да? Ну, опять про пирожки мне начал. Сейчас свежие, такие горячие. О, это тема. Так. Давайте тогда, короче, сейчас создадим, короче, отправим Али спать, а то, короче, он меня будет ругать сейчас завтра. И стол накроем, Бая. Аллаху Акбар, Да. любитель вечером вас, такие даже Вот любители. как Хорошо, раз давайте. любитель Давай, я тоже знаю, что зашел. любитель тоже, короче, не спит. Давай, любитель, если ты заходишь, я Всё, не буду всё. спать. Спокойной Короче, у ночи. тебя что? там, Лена, подождите, если любитель зайдет, я не выйду. Вот. Любитель, да? давай отправь запрос. Любитель, поднимись, пожалуйста. Вот. А то этот хочет, короче, меня отсюда выкинут. Все, Все. Так. все. Что случилось, я свидетель. Ну, Советский пришел. Алейкум салам. Да. Короче говоря, Али решил нас всех, короче, отсюда вышвырнуть. Да, я сижу, наблюдаю за ним. Он уже давно суетится, как бы слинять. Да, не, знаешь, когда он окончательно хочет слинять, он аккуратно идет. Вот чисто по-английски, да, вот ничего Да, не да. сказал. Андрей, я пока не познакомился с этими старшими, коч, я нормально спал. Рано вставал. Сразу же учил английский, арабский, таджвид, ходил в тренировки, познакомился с ними, коч, все потерял. Они Стоп, тебя короче по-другому говоря. научили. Не, знаете что, Кушаю по ночам, хаваю по Не. ночам, короче. Мы плохо влияем на Али. опять любитель виноват, короче, во всем. Конечно, Валина Серова. Полный период. Саша, ты, Заходит еще Саша, Жан. ты, короче, знаешь, ты виноват. Вот вы виноваты все. Конечно. Кстати, вот я хотела задать такой вопрос. А как в вашем народе относятся к многоженству? У вас есть многоженство? Есть. Алин, это вопрос, знаешь, такой очень интересный. Конечно. Хотелось бы. Хотелось бы, но нет. Но есть одно дно. К многоженству прилагается очень-очень много ограничений. Нельзя просто так, вот я хочу жениться, одну взять, вторую, третью, четвертую. Нет.
В исламе это все предусмотрено очень детально и очень конкретно. Поэтому есть условия по всем параметрам. Желание, конечно, есть. Есть желание, но нет возможностей, скажем так. Слишком много обязательств или что вы имеете в виду? Конечно, там Да. очень строго, очень строго. И обязательств. Купил одной жене платок, ты должен купить и второй, и третий, если у тебя есть, примерно, скажем так. Ну, короче, равноправие должно быть идентично 100% во всех отношениях. Короче, все зависит только от финансовых возможностей. Вуаля. Именно так. Справедливость, все это должно быть. То есть ислам является грехом жениться, даже если ты даже думаешь в том, что типа понимая, что ты будешь несправедлив, тебе нельзя жениться. То есть там очень строго. Например, смотрите, Алина, именно маленьких народов, которые потеряли, постоянно воюют, теряют мужчин, вот таких народов это бывает польза многоженства, особенно потому что мужчины погибают на войнах, бывает поздно, но, как сказал Руслан, что это очень ответственно. То есть ты можешь заработать женившись на несколько жен, и будет несправедливо, да, если ты будешь несправедлив, поэтому это жестко. К сожалению, многие сегодня этого не понимают. Ну да, у нас как-то один египтянин, я не знаю, правда, он мусульманин, он или христианин, не знаю. Мусульманин, да, Андрей? Да. Он нам рассказывал, что у него было 2 жены, но в один момент, когда его там финансовое положение было не очень, он со 2-й женой развелся. Это в Египте. Египтянин. Он даже не так, не 2, а 3 жены было, и мы у него спросили, он говорит, да, думаю, еще, 4-й раз жениться, а потом на 2-й год мы приехали отдыхать туда же, я спрашивал у него, Хани, как у тебя, дела, как твоя женитьба и так дальше. Нет, решил, не жениться, потому что бизнес пошел плохо. Но он нам тоже рассказал, что у них там, правила, то есть ты должен минимум 150-200, даже больше грамм золота каждой жене дать. По квартире ты должен каждой жене, дать. То есть, да, обеспечение должно быть. То есть, Андрей, это именно арабских странах очень серьезно. Например, когда я был в Египте, один чеченец хотел жениться на мисрике, то есть именно на египтянке. Там попросили, например, 150, это махра, да, это 150 тысяч долларов. То есть там... Выкуп, да, типа выкуп, родителям. Ну, не родителям, это считается вообще, по исламу это, то есть некоторые народы это как родителям, но на самом деле это отдается именно невестке, эти деньги отдаются, именно ей. Да, то есть, чтобы чисто ее, чтобы она сама распределилась этим. Если это по закону ислама так. А сегодня, к сожалению, в некоторых народах забираются именно родителями там, или кто его воспитал. На самом деле это ей как брачный дар. Поэтому там очень серьезно насчет этого. Поэтому в Саудовской Аравии женится в среднем 35 лет мужчины. И то же самое в среднем выходит 33-32 именно женщины. Потому что там с этим очень серьезно. Ну, а вообще вы знаете, например, случаи у вас в Чечне, что было многоженство? То есть такие люди, у которых 2-3 жены, да? Есть, конечно, есть очень 4, много. И 4. Да, есть очень много. Египтяне вообще бедный народ, поэтому у них иногда и вообще жены нет. Да, Алина, я тебе я одно скажу, что есть такой, в Каире такой район очень старый. Там я единственный белокожим там был, то есть остальные, там стена квартир многоэтажных, там 10 этаж, 12 этаж, один кирпич.
толщина один кирпич. Такой старый, понимаете, то есть даже не отбеленный, то есть просто построили, так и оставили, то есть ничего не покрасили и так далее. Вот такие, из этого, это называется Табба, район Табба, очень старый район. Туда даже боялись приходить милиция, общая милиция, то есть полиция не проходила, армию никто не проходил, потому что как приходили, сразу кидали кирпичи на машины, то есть на военного сразу. Это Табба, если вы забьете, короче, в интернет, вы увидите, короче, насколько там грязно, насколько там бедно, там именно живут бедные люди. И даже в этих домах, короче, сортиры на миллион раз лучше, чем в России, понимаешь? Там все, понимаете, вот даже в кухне нормально ничего нету, даже мебели нормально нет, но сортир, это, как говорится, не надо ничего трогать, все тебя очищает. Понимаешь? Вот такие у них сортиры. Ну да, в Египте просто, короче, очень много, где-то процентов 30, может даже 40 населения вообще неграмотные. То есть, да, они как бы бедная страна. У них мы не раз были, мы были раз 6, может. Мы очень с многими египтянами познакомились, там расспрашивали тоже культуру, как у них там это все. И они просто сказали, что я говорю, вот почему у вас, например, светофор, у них вообще просто как вот на Новый год, да, гирлянда стоит какая-то. Я говорю, это что? Он говорит, ну это больше для простых людей, и то полиция закрывает шлагбаум, потому что есть очень много людей, которые даже не понимают, что вот здесь переходить нельзя, то есть их полиция останавливает и говорит, что сейчас будут ехать автомобили, то есть всем стоять. То есть мы видели, вот, например, я видел, как живут вот эти простые крестьяне, да, которые там обрабатывают огороды, и так, у них вообще дом даже без крыши. И многие, короче, вот строят дома без крыши, потому что у них по закону считается, если ты построил дом, а не построил крышу, то тебе не надо, короче, платить налоги за этот дом. То есть и они вот так живут. Да, я как раз таки, когда меня объявили розыск, да, международный розыск, как раз таки в таком доме в Табе жил, короче. Первая моя семья жила в отдельном, короче, нормальном, а я жил совсем отдельном, короче, потому что меня же по мечетям, там, по марказам искали же, поэтому я поэтому пошел именно в Табу, где полиция вообще боялась приходить. Там были африканцы, вообще, которые чернокожие, да, из Сомали, из Нигерии, из Чада, короче, вот, поэтому я там жил. Как раз таки то, что ты сказал, если крыша не так, чтобы именно если недостроена, не без крыши вообще-то, а недостроена крыша, если есть. Ну да, типа недостроенная, да. Они что делают специально? Строят крышу, но при этом оставляют там одну комнату, там полностью там, без крыши, понимаете, это именно где. И поэтому они не платят за это. Специально так тоже делают, чтобы не платили. Потому что даже, например, я снимал квартиру, короче, за $50. То есть 5-комнатная квартира за $50. Вообще. Ну, мне, знаешь, мне самое больше не понравилось, что они очень как бы ну, в таком сраче живут, да, то есть у них на улице вот так вот из магазина выносят мусор и просто выбрасывают на улицу. То есть у них нет такого понимания, что надо как бы там, ну, чтобы чисто было на улице и так дальше. Вот мне это очень не нравится. У них дома у них чисто, знаешь, почему там еще, я тебе сейчас скажу, когда мы первую приехали, когда я первый приехал в Египет, в Каир, да, я был в шоке. Вот нафига я сюда приехал? Зачем я сюда приехал? Я так думал. Потому что кругом мусор. Собаки лежат на крышах машин. Там вот машина, например, которая стоит там 50 тысяч, там 100 тысяч $, машина стоит, а там несколько собак на крыше спит, хоть на капоте, понимаешь? Везде мусор. Как тебе сказать? Я это сперва не понимал, а потом уже со временем я понял. Например, я пришел с учебы, хочу сделать урок, взял вот пыль, знаешь, вот такой большой пыль там на столе. Взял, убрал пыль, короче, полностью почистил стол, пошел за водой, пришел обратно, мой стол в пыли.
прошло там несколько минут. То есть это песчаные бури, именно да, везде, всегда это постоянно, почти, можно сказать, ветер. И там еще со всей Африки люди там приехали, со всей Африки, мусульмане, не мусульмане. И понимаешь, в доме у них, несмотря на это, несмотря на то, что там много, короче, пыли, грязи и так далее, но у них дома очень чисто. То есть мы в день убирались 4 раза дома, да? А когда ты заходишь к арабам, у нас уже настроения не было убираться. А когда ты заходишь местным, местным жителям, то у них всегда чисто. Ты можешь в любое время взять и помочь. Нет, дома чисто, но на улице грязно. Один раз я иду, короче, марказ, на арабский урок. Прямо над моей головой летит черный пакет, короче, мусора. С 5-го этажа кинули, короче. Ну, такое есть, да, к сожалению. Но не везде, а в бедных районах. А вот есть такие районы, 7-й район, да, вот 5-й район. Вот таких, например, Мадинат-ан-Наср, есть такой район, вот там грязно. А других богатых районах там очень чисто, там все соблюдается. Именно где приезжих много, именно приезжих со всего, там, со всей Африки, там грязно, потому что разная культура, разная религия, у людей разные убеждения. Кто-то там считает, нужно кинуть мусор, кто-то считает, нет. Вот поэтому там грязно. А в остальных районах там очень чисто бывает. Определенно, например, то же самое в Александрии. В определенных районах, короче, чисто, в определенных районах грязно. Как-то так. Еще там удивительные правила дорожного движения на дорогах, как они Это ездят. вообще правила, там нет правил. Так, мы русские, говорят, с нами Бог. С вами Чебурашка. Я не знаю, как это идет речь. Я хотел бы сейчас спросить у него, русский, ты где сейчас там? Скажи мне, пожалуйста. В Казахстане. Флаг Казахстана стоит. Не-не-не, знаешь, я его просто сейчас отправил и хочу сейчас узнать у него, где он сейчас на данный момент. Русский. Вот сейчас попробуй написать что-нибудь. Он уже не Так у него нету уже рук, короче. Как он может писать? ручку Я не Да. понял. А ты кто? Так, это Наташа или кто тут? О, Наташа, поднимись, пожалуйста. У них, короче, наступает утро, они не могут, чтобы, короче, им не дали пинок под зад, короче, они так не могут встать без пинка. Так, подожди-ка, Андрей, ты уже женат, короче, так что, знаешь, тебе это не грозит. Вредина. О, Вредина, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Как откуда? вас зовут? Ну, у нас нормально, хорошо. Как у вас? Я сама с Мариуполя. О, и вы русская? Ну а какая еще? Ну, подождите, Мариуполь, Я это же... говорю Нет, по-русски. Мариуполь, это же Украина. Ну, была когда-то. Это В как? смысле, была когда-то Украина. Я вот с вами хочу пообщаться не в политике. Можно об этом? Не, у нас Нет, только политика. Смотри, Вредина, если ты Извините, у действительно меня только не вредина, в политике. смотри, если ты действительно вредина, я могу из вредины сделать хорошую из себя, вот, понимаешь? Я и так хорошая, не надо с меня еще делать какую-то там... Разве хороший человек напишет вредина? Это просто так... Ну, Мариуполь это Украина, вот нам это волнует сейчас, в данный момент. Если Просто я вам еще не буду говорить. Или вы просто не А можете... а вы сейчас на данный момент где? Сейчас на данный момент? Я там, чуть-чуть далеко. Ну, я понял, короче. Я вас есть такие попросила, можно, пожалуйста, не в политике поразговаривать, а? Да, можно. Я уже понял. Давайте не в политике. Я с вами хочу пообщаться, не в политике. Я не хочу об этом разговаривать, потому что... О чем нам говорить? Ты меня любишь, я тебя люблю, без политики. Извини, я тебя не люблю, я тебя первый раз вижу. Слушай, не, смотри, Вредина. Извини, я тебя первый раз вижу, я тебя не люблю. Смотри, ты Али не люби, ты меня люби.
Я вас я первый раз не вижу, я женат. вас не люблю. Не, я не женатый, понимаешь? Вот Али там женат, все тут женаты, кроме меня. Иван, так, ты, который первый раз сказал, я тебя не люблю, все, я его полюбила. Ну, знаешь, тогда уже, знаешь, я тебе так Да скажу, ладно, я ты извини пошутила, меня. господи, что вы, блин, это? Нет, ты знаешь, ты уже готовься Так, можно тогда. я спрошу? Можно Я я ничего не спрошу? готова. У Девушка меня есть пришла, муж, у меня есть девушка двое пришла на детей. политический стрим и говорит, давайте только не о политике. А о чем вы хотите поговорить? Ну, можно поговорить о многоженстве. Вы Алина, хотели бы Алина, стать второй женой Алина, Тамерлана? И извините, нет, я не хочу, потому что у меня есть муж, у меня есть двое детей, и мне хватает этого. Об этом Я мечтаю... Тогда о чем говорить? Тогда о чем говорить, если не о политике? Если вот... А у вас других разговоров нету? Нет, у нас полный вперед, короче, Руси Швайн. короче говоря, Али, она замужем, у нее 2 детей, пускай она любит тебя. Все. Не надо, не надо. Нет. Ну, он сказал, я тебя люблю, блин, извини. Я тебя первый раз вижу. Нет, это не значит, что я тебя люблю. Это имеется в виду, что то, что... О чем еще говорить, если не о политике? Вот, например, вот за что... Блин, а у вас других тем нету, о чем, кроме политики, поговорить? Скажите, пожалуйста. У нас, смотри, наши земли оккупированы, чеченские земли. Украинские земли оккупированы. Мариуполь – это Украина. Донецкий, Луганский, Херсон – это область Украина. У нас есть проблемы. Проблемы – это Россия. Мы говорим о наших проблемах. А так, любовь, не любовь, там это у нас таких тем нету. Поэтому я сказал, о чем еще говорить без политики? О чем еще? Али, можно я спрошу? Девушка не хочет о политике, хорошо. Давайте поговорим о культуре ДНР. У вас написано, что вы из ДНР. Расскажите, пожалуйста, о культуре вот этой вот так называемой ДНР. Она не готова говорить о культуре, ушла. Не, смотрите, она просто, с одной стороны, она дала понять, да, что, ну, как-то не может за это говорить. Я могу ее понять, с одной стороны. Потому что если, не дай бог, она что скажет... Тамерлан, там у нее написано... Не, я понимаю, Ахи, смотри. Если она даже сейчас не напишет, да, вот ДНР там, если она сейчас там напишет там слава Украине, да, у нее же там есть же по-любому свои знакомые. А мы все знаем, если ты скажешь хоть слово за Украину, что там грозит, ну, на данный момент. Там, да, есть в лучшем случае это 5 лет. Тамерлан, А это так, понятно, Тамерлан, такие люди, Тамерлан, если у кого, смотри, человек, который боится за свою жизнь, он не зайдет в эфир, где написано, как у нас написано, там, Россия – страна рабов. Понимаешь? Ну, смотри. Сидят ичкерийцы, украинцы, туда зашла, видит наш разговор. Понимаешь? И у нее написано на статусе, у нее статус написано ДНР. Если она зашла сюда, Али, значит, она поддерживает, что Россия – страна рабов. То ты вот увидел девочку, сразу хочет оправдание, миллион оправданий. Короче, не пали конторы, короче, вы все тут... Понимаешь, увидел женщину, сразу хочет миллион оправданий хочет. Если посмотреть, там был бы мужчина какой-то, никакого оправдания не было. Иди за русским кораблем, Вася, началось. А вот увидел женщину, сразу... Разве я не прав, любитель? Конюха. Короче, Али, ты не даешь мне тебя использовать в своих целях. Вот, валлахи, короче, ты плохой человек. Короче, ей не повезло. Она утратила Тамерлана, все. Ну да, или мне не повезло. Анзор, как вопрос. В отряде Шамиля Басаева было до 2500 бойцов. Это было самое крупное подразделение. 2500. 500, ну, говорите, это Не было. 620 сега, соном сега. Сколько? 600 говорит сега, или кто дух говоришь? В начале, ну, сейчас я точное количество не помню,
каждый батальон, к примеру, там в одном батальоне было 300, в другом 500 примерно, вот так. Такие цифры были у нас. А вот чтобы было 2500, ну это слишком завышенная цифра, неправда. Это, я думаю, что именно эти цифры говорят из-за того, что помнишь, это, когда высоту брали? Которую? Раз Шмор, 2500 вот, сейчас 1500 Винер. Помнишь это? Десантники, псовские десантники. Ну, Вот. опять же, завысили такую цифру. Но это же не все бойцы Шамиля Басаева были там. Вот, и столько их и не штурмовали. Ну, я говорю, что именно русские сделали так, что они как будто именно отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба боролись. Там 100 русских десантников против, 2500 чеченских боевиков. Множественно боролись. И вообще вооружение супер у нас было, да? Такое Да, мощнейшее. да, а у них ничего не было. У русских ничего не было. Рогатки были. Все было, конечно. А еще вы забыли сказать, что еще чеченцы Курск взорвали по-любому. Короче, у них своя подводная лодка была. Это ж, ну... Торпеду пустили. Это мой покаянный. Я должен обращение сделать официально, признать, короче, что я обращаюсь. Али, ты должен на себя взять Курск. Это 100%. Ответственность. Но все-таки мы же должны брать ответственность на себя. Эти сказки, знаешь, вот это, короче, что-то там себе присвоить, короче, они всегда вот там, короче, все поэты украинские, это уже стали все русские поэты, короче, все там, ну, фильмы, стихотворения, актеры разные украинские, это тоже все, короче, да, у нас ничего нет своего, все, конечно, это были русские. Андрей, вас придумал Ленин, о чем еще говорить? Да. Чай пил, короче, решил, короче, давай придумай украинский народ, придумай Украину. Так, Анзор, тебе еще один вопрос. Анзор, ты знал Сашу Белого лично? Каким он был? Что он говорил? Ну так, чтобы общаться, нет, ну, я не помню. Может, что-то сказал, вот это я тоже не помню. Но помню тот день, когда они приехали к нам, первый раз пришли в президентский дворец, как их встречали мы, чеченцы. Для нас это было, скорее всего, удивление. И было приятно, радость была, что вот украинцы, ну где, я имею в виду, где Украина находится, а где мы. Ладно, мы так спокойно относились, когда вот ингуши приходили, дагестанцы были, а вот с Украины приехали украинцы воевать за нас против русских оккупантов. Вот, ну так, помню. Его помню, вот, и других украинских бойцов тоже помню. Анзор, помнишь именно тогда, когда приехали, количество вообще тогда сразу приехали или потихоньку приезжали? Ну, я имею в виду, 200 же приезжали, 200. Вот сразу или добавлялись? Сразу же, вот часть приехала сразу, вот это я помню. Их, сколько ты сказал? Всего Саша Белый на видео сказал, что было 200 бойцов. 200. Ну, я честно... У Наунцо. Да. Я скажу, ну, 200 я не видел, сам лично не видел. Может, где-то в каких-то подразделениях были, но то, что я видел, ну, человек 20 в президентском дворце, которые вот первые приехали к нам. Это когда, короче, первые приехавшие, да? Их я видел, да, помню. Поэтому я сказал, они сразу приехали или там потихоньку приезжали, ну, в другое время тоже приезжали. Выходит так, да. Как раз бои в Грозном, самый сложный период, уличные бои, вот, тогда они приняли участие,
по защите Грозного. Ну, там уже, когда вот война в Грозном была, первая война, скажем, они сначала вот пустили в ход танки, бронетехнику. Вот мы ее допустили до центра, и там начали громить ее. Все сжигали. Потом русские поняли, они отодвинули войска и начали утюжить город. Просто уничтожали все подряд. Грады, ураганы, артиллерия работала. Брали по кварталы, брали такую часть и все оружие туда пускали, обстреливали. Потом брали другой квартал и так обстреливали. Все рушили. Они не могли взять президентский дворец, куда они стремились, все эти силы, чтобы захватить дворец, водрузить свой триколор. Думали, что этим завершится война, захватив это самое президентский дворец, как Рейхстаг, например. Вот. Их спецназ, все виды войск, вот эти морпехи, там ОМОН, что только они в ход не пускали, и всех громили, уничтожали. Но потом уже они уничтожили вот центр, там уже места не оставалось, чтобы даже спрятаться, укрыться не было. Поэтому и оставили центр, и штаб перешел за реку Сунжу. Вот. И потом было принято решение оставить Грозный, потому что не было смысла его дальше как бы так оборонять. И вот когда они пытались захватить президентский дворец, они несли огромные потери, русские. Потом что сделали? Самолеты начали обстреливать, наносить бомбовые удары по президентскому дворцу. Это глубинные бомбы, то есть эта бомба прошивала все плиты, уходила под землю, потом взрывалась. Я помню, 3 бомбы попало в президентский дворец. Сколько взорвалось? Одна, кажется, только взорвалась. Да, одна только взорвалась. Вот. Другие не взорвались. Одна бомба прошла рядом с штабом, то есть штаб в подвальном помещении находился, рядом с подвалом зашла и не взорвалась. То есть там и отец был, и другие командиры. Другая бомба взорвалась, это возле помещений, где находились военнопленные. Вот. Им было, в общем, безразлично. Хотя русские знали, что там находятся военнопленные, и офицеры, и солдаты. Им было безразлично. Да, duty тонкер. Да, глубинные бомбы. Что здесь пишет? Друзья, я пожелаю всем спокойной ночи. Спасибо, Алина. Вам тоже. Да, спасибо вам за разговор. Очень интересно было. Всего доброго. Всего вам спокойной ночи. Точнее, доброе утро уже. Да, доброе утро. У меня как только ракеты подлетают, так я сразу спать хочу. Да. Хорошо. Все, Алина, давай до завтра, тримайся. До завтра, тримаюсь. Ага. Я сейчас подожду. Через 5 минут как ты уйдешь? Не, я не уйду через 5 минут. Я ще не хочу спати. Я слежу, короче, за прольотами ракет, потому что уже запустили, но уже пишут, что ПВО там отработало с первой волны. Но говорят, что, короче, запуск произошел уже, сейчас вам скажу, откуда. То есть, короче, корабли не подплывают уже близко. После вчерашнего, так. Это калибр? О, калибры, да, вот сейчас уже, сука, ой, извините, потому что пишут, короче, что уже в районе Белой Церкви
Так что скоро будут, короче, через пару минут здесь сейчас будет громко. Делает. Короче, фрегат возле Новороссийска, короче, запускал, потому что пишут ближе русские почему-то боятся подойти. Ну, я так и знал. Я знал, что, короче, сегодня будет жарко, потому что после таких движений они постоянно, короче, начинают возмущаться. Да. Так, хватит, Анзор, сейчас вопрос именно от тебя он требует, короче, хабар мои спонсоры. Ладно, забылся. Так, ассаламу алейкум. После Первой Чеченской войны я слышал, что мы потеряли больше 600 тысяч населения. Это же Первую войну, по словам Аслана Масхадова, 120 тысяч вали извазены. 120 тысяч. Да. Ответ, Анзор, ты ответ. Не чеченская война, а русско-чеченская война. Да. Это, во-первых. Первую чеченскую написал. Да. И не было 600 тысяч варицев. 600 тысяч. Первую войну бойцов. Нет, даже 2 войны, если взять, не было у нас таких жертв. Вот. Но мы с уверенностью говорим 300 тысяч. Такую цифру называем и говорим, что от 42 до 45 тысяч детей было убито. Вот. И точную цифру никто не знает. Ни наша сторона, ни российская сторона, или же какие-то правозащитники, никто не знает конкретную точную цифру. Но мы говорим примерно вот так, что более 300 тысяч было убито мирных жителей. Это не военные, не воины, не чеченское сопротивление. Вот. Почему у нас не было такой статистики, учета? Потому что нам не до этого было на самом деле. Мы находились в таком ужасе, что такую работу проводить было очень трудно. Ну, представим такую ситуацию, что территория маленькая, мобильных телефонов нету. Вот такая камера или вообще огромная камера. Вот люди с камерами бегали там на разные территории, вот, рискуя жизнью, снимали все это. Это какая-то часть из всего этого материала сохранилась. Даже если не то что камера, если камеру находили, то людей забирали сразу. Даже если записи там, вот если на блокпосту поймали бы человека с такими записями вот, о военных преступлениях, то тоже человек по-любому исчез бы, они убили бы его. Вот. И все вот правозащитники, журналисты, они работали так на свой страх и риск. Ну, как я говорил, не было интернета, не было телефонов в то время. Видео, Анзор, где Рамзан Люлю Кадыров сказал, что 350 тысяч убито. Кого? Что, видео? Бойцов? Ну, нет, мирных жителей, типа Россия. Да, было. Даже он признал, что несмотря на это, все равно является Доном. Ну, этот Дон, Дигидон, короче, как-то сказал, выступая, что вся вина за насильственные депортации, за эти войны, которые в нашей истории проводились и проходили, вот, вся эта вина лежит не на русских, он сказал, а на чеченцах, то есть на нас. Он обвинил нас, обвинил вот этих стариков, наших дедов, которые были высланы на чужбину в Казахстан, Сибирь, Среднюю Азию. Вот. Он их обвинил в том, что их выслали. Он обвинил вот эти 300-350 тысяч мирных жителей в том, что их убили. Получается так. Эта сволочь не посмеет никогда сказать, что русские нас убивали, Ельцин там сделал это, там кремлевская власть, российские генералы. Он не посмеет, потому что из его рта высунут эту соску, к которой он присосался. Вот. Он ее потеряет, и ему будет нехорошо. Сами уберут, сами его русские уберут.
Алейкум салам. Ну, Помнишь, Анзор, когда людей, тут молодежь особенно, только когда пейджеры появились еще, вот, как федералы забирали у кого находили пейджеры и часы Casio Да, Casio, электронные, помнишь? да, помню. Наверное, помню. И еще тут один момент, который вот, Алик, нам нужно обсуждать и говорить, потому что вот эта вся путинская, кадыровская пропаганда, они любят упрекать Ичкерию, власть Ичкерии в том, что, помните, людей расстреляли в Грозном. Вот. Ну, 98-й год, да, в 98-м было. Вот, что вот там при Ичкерии убивали людей, расстреливали людей. Я знаю, что им просто плевать на тех расстрелянных на самом-то деле. А это они делают для того, чтобы упрекнуть власть, что вот во время Ичкерии убивали людей прилюдно, вот так, на публику. Да, такой случай произошел. Дважды, кажется, расстреливали, да? Ты имеешь в виду тех, которые похищали детей, там были расстреляны? Да. Не про это ты? Да, я про это. Ну, они не говорят, почему они были расстреляны. Мы, конечно же, против любой смерти, убийств и так далее, но если говорить, то надо говорить все. Не оставлять недосказанное. Надо быть справедливым. Этих людей расстреляли из-за вот этих варварских действий, самых жестоких действий. Вот. И, как я знаю, насколько у меня есть информация, но в то время был муфтий кто? Кадыров. Например, президентом был Масхадов. Я уверен, и мы все знаем, что Масхадов, например, лично не мог бы решить, что вот надо расстрелять, например, в этот день вот каких-то людей там, заключенных, например. Или парламент не мог так решить от себя. Этот вопрос, как бы, насколько я знаю, разрешение, то есть добро давал и Кадыров, и другие. Вот. Об этом они не говорят. И ну я просто добавлю, что на самом деле это не власть расстреливала людей. На самом деле, те, которые стреляли из автоматов, вот, это были кровники. Они в масках, надели маски, и, получается, им позволили отомстить за своих близких. Кто знает, сейчас помнит этот случай, просто добавьте, за что они были расстреляны, точно момент, что так целевой. Да. Сохешвац. Выкуп, за похищение детей, которые еще выкуп просили за это. И самое интересное, Анзор, самое интересное то, что нужно сказать, что Россия начала защищать именно этих людей, которые похищали детей. За это был справедливый расстрел, если вот взять, да, со стороны, да, это справедливый расстрел. Но при этом, как сказал Анзор, мы не должны забывать, что кто там был муфти, кто это давал этот приказ, что нужно именно расстрелять. То есть я не говорю, что это несправедливо, это справедливо. Но факт в том, что они этим пытаются нас упрекать Ичкерию. Но при этом, где муфти был Ахмад Кадыров, отец Рамзана Кадырова, вот это мы тоже не должны забывать. Почему он не запретил, да? Да, почему он не запретил, да. Идиоты. Еще хочу сказать, вот, ну, были похищения людей, мы это знаем и никогда не отрицали. Была такая проблема, действительно проблема, которая коснулась всех нас, чеченцев, потому что нас обвиняли в этом. Похищали журналистов, убивали журналистов, там,
Врачи без Красный Крест там, и других. В общем, как это все происходило. Об этом не говорят. И кто стоял за этим, тоже не говорят. Например, где это отдел был? В Новых Атагах Красный Крест. Новые Атаги. Новые Атаги, Да, да. да, Новые Атаги. Вот в декабре 96 года там расстреляли сотрудников Красного Креста. То есть мирная организация, которая помогает мирным жителям. Вот. И это произошло именно в тот момент, когда нам, которые выиграли войну, вообще абсолютно не нужно было. Но обвинили нас, вот именно ичкерийцев, как называют, что вот они это сделали. Потом называли фамилию, имя Хатаба, что якобы у них крест, хуереза, как эмблема, и поэтому он их убил. Ну, вообще тупо было на самом деле. Потом, когда наша власть, прокуратура, все это мы расследовали, нашли виновников. Адам Дениев и его группировка. У него была мощная группировка, у него были люди, которые за ним стояли, их было много. Вот. И даже наша власть делала запросы в Россию, чтобы нам пофамильно выдали вот таких преступников, которые были причастны к этому убийству вот это сотрудников Красного Креста. Не отвечали, игнорировали. И по сегодняшний день они по возможности говорят, что вот там во время Ичкерии убили сотрудников Красного Креста и так далее. Вот. Еще раз скажу, сейчас примерно район помню, Катаяма, кажется, там было, 98 год. Похитили, сейчас не помню кого, в общем, было похищение, они держали заложников. И наш антитеррористический центр Ичкерии вот, узнала это место, дом, где содержатся вот эти заложники. И этот дом был, штурмовали. Там была перестрелка, в общем, война была целая. И освободили заложников. Потом выясняется, что это были люди Адама Дениева. Мы знаем, кем являлся этот Адам Дениев. Он был полковником ФСБ. Я еще помню, где-то, да, тоже 98 год, в селе Знаменском поступила такая информация, что в одном месте, в одном дворе есть большое количество оружия, спецоружия, и наши вот, подразделения НСБ, в то время, я не знаю, СНБ, вот так, кажется, НСБ было, оно уже переименовывалось, вот, поехала туда, в село Знаменское, и выкопали огромное количество оружия, тоже людей Адама Дениева. Такими же преступлениями занимались и Ямадаевы, и Кадыровы, и другие. И те люди, которые совершали вот эти преступления, похищение людей и убийства там, сотрудников Красного Креста и других, там еще связью их тоже убили. Вот, те люди, которые были причастны к таким преступлениям, почему-то оказались, когда началась Вторая русско-чеченская война, когда она началась, эти люди потом оказались где-то в Москве, где-то в России, в окружении Кадырова. То есть получается так, что они это делали специально, то есть подготовить почву для начала Второй русско-чеченской войны, для Путина, чтобы Путин потом выступал, говорил, обвинял, оправдывался за Вторую русско-чеченскую войну. Вот как это было сделано. То есть межвоенный период, вся Ичкерия блокирована экономически, во всем, информационно. Вот. И
действовали вот эти группировки внутри, чтобы бывших наших командиров, амиров противопоставить друг против друга, чтобы они начали там внутричеченскую войну, потом делали вот эти, ну, похищения людей, вот как я говорил, именно готовили почву для начала Второй русско-чеченской войны. ФСБ провела очень сильную работу Да, по нужно подготовке признать. и вторжению. Да, это были, вот это все была работа ФСБ. Похищение, вот эти все провокации по отношению к Красному Кресту, там вот этих всевозможных. Они все сделали, они сильно проработали. Это тут должное надо отдать. Они взялись по полной программе и отработали, и все свалили на нас. Вот как всегда. Во время подписания Хасавюртовских соглашений 31 августа 1996 года в Хасавюрте, ну, в то время и депутат Селезнев, и вот этот Александр Лебедь, якобы миротворец, никаким миротворцем он не был на самом деле, они говорили, вот, называли, скажем, примерную дату, что через 5 лет, когда российская армия окрепнет, мы вернемся и отомстим вам, говорил там Селезнев. Там этот Лебедь говорил, что он подготовит, там, сколько было, 25 или 50 тысяч волкодавов. То есть для чего? Ну, чтобы нас усмирить, поставить на колени, как бы так. Они еще в то время готовились к Второй войне. Они знали, что придут. Конечно, конечно. Это безусловно. Подлецы работают по-подлому, и у них это все проходит. Были ресурсы у них все, в отличие, мы еще маленькая, только-только зарождающая республика, которой ничего не было, пыталась на ноги встать, они утопили в крови и всеми вот этими своими провокациями. Да, надо признать, им это удалось, и хорошо получилось. И наша проблема в том, что вот-вот закончилась война, республика, там везде разруха, ни заводов, ни фабрик, ничего, ни денег, ничего не было. То есть мы выживали, мы пытались встать на ноги, вот, и, ну, конечно же, было сложно. У нас не было опыта, и даже сегодня у нас его нету достаточно опыта, чтобы строить государство, к примеру, такое. Но у нас есть ошибки, которые мы должны помнить. Это в случае, когда мы вернемся домой, когда уже будем строить свое государство, вот уже надо учитывать свои ошибки, где что было хорошо, где что было плохо, где что надо изменить. Но по-любому нам надо это сделать, построить наше свободное, как говорили наши лидеры, чеченское государство. Это безусловно. Но теперь у нас хотя бы есть и опыт есть, и уже на данном этапе вот эти годы дали возможность нам и подготовиться, и подготовить молодые кадры по всему миру. Наши учатся, образование получают. Это вклад в будущее нашей республики. Поэтому на этом этапе у нас будет уже подготовленная почва, иншаллах. Вы видите, там уже вата проснулась, короче. Элла, ты за какой подарок говоришь? Про чебуреки. Летающий чебурек. Просто у меня тут связь плохая, я ничего не слышу просто. Летающий пирожок. Связь плохая. Анзор, тебе вон пишут, встречался ли ты с Тимуром Муцураевым, или правда ли это, что все бойцы слушали его песни? Тимура Муцураева, да, я видел, я много раз был у Гилаева, он был с Гилаевым тогда.
он был инструктором по карате. И насчет какая вторая часть вопроса, как у него была? И Песня. лично ли ты знал его, общался с ним, Нет. и все ли бойцы слушали его песни? Лично не общался. Его песни, да, слушали. Его песни любили. И сегодня многие люди, не только чеченцы, продолжают слушать его песни. И скажу, даже сами русские, вот те оккупанты, они тоже это слушали. Вот даже это, на радиоканалах вот, иногда крутили песни эти, я помню. Вот. Ассаламу алейкум, мир вашему дому. Валейкум салам. Приветствую всех. Разрешите вот, Анзор, вам вопрос задать? Да. Знаете как, я вот часто думаю об этом, несмотря на то, что, ну, кроме того, что чеченский народ очень смелый и мужественный народ, я считаю, что Всевышний как-то охранял еще, помогал и сохранил чеченский народ. И как вы думаете, вот я всегда думаю об этом, может ли, по-вашему, такое быть, что развал империи начнется именно с Чечни? Ну, сейчас, брат, спасибо за вопрос. Сейчас, как мы видим, сейчас это уже идет от Украины. Ну, я по сегодняшним событиям так говорю. Конечно, все эти события, все эти войны и в Ичкерии, и в Украине, и в Грузии, Азербайджан, это одна цепочка. Все эти народы пострадали от этих варваров. Вот. Когда вот концовка будет, я думаю, что все примут участие в этом. Не знаю, это будет концовка у нас, но, скорее всего, это конец будет в Кремле. По-другому не должно быть. Но большие изменения будут, все к этому идет. Но я точно уверен, что вот эта моль, которая засела в Кремле, она не остановится. Он пойдет до конца, на самом деле. Это просто хуже, не знаю, животным назвать, чем его назвать вообще. Какой-то шайтан, на самом деле. Вот. Он пойдет до конца. Пойдет на все. Да, ну, по сути, то, что мы смотрим, эта система, на мой взгляд, она так сильно прогнила уже. И я не знаю, там не то, что доверие между ними, там чисто взаимовыгода просто царит между ними. И такая гнилая система, я не думаю, что долго продержится. Потому что вот другие народы, да, которые борются с ними, их объединяет и делает сильнее тот момент, что они хотят как бы освободиться. А у этих цель наоборот, кровопролитие. И я верю во Всевышнего, что он как-то развалит вот эту империю зла. Как раз, ну, они там любят говорить, что вот Россия встала с колен, все такое. Да нет, она уже ползает. И никогда больше не встанет. Раньше, например, даже при Ельцине, может, что-то где-то возможно было, но сейчас уже поздно. Они эту страну, действительно огромную страну, там, с таким большим, огромным количеством всяких всячины, вот, золото, бриллианты, нефть, газ и все остальное, вот, они эту огромную страну уже, этот Путин и его окружение просто добили ее, на самом деле. Ну, просто посмотреть, например, отношения других стран к России. Но вспомним Советский Союз, например, огромная страна, тоже держава, весь мир боялся Союза, на самом деле. А сейчас с Россией не считаются, потому что понимают, что у России нет армии,
Россия не способна ничего сделать там, ну, против НАТО, там, против Америки, против больших стран. Да, они могут против нас воевать, против Ичкерии, против Украины пытается что-то сделать, не получается. Вот. Миру угрожать – это просто на самом деле, как говорится, понты, которые не пройдут. И эта страна по-любому развалится и больше никогда не должна просто восстановиться. Вот тогда и заживут сами русские люди. Вот тогда они почувствуют свободу от этих таких варваров, которые у них были во главе. Анзор, я добавлю кое-что. Некоторые не понимают. Некоторые думают, что если ты за Ичкерию, ты обязательно должен быть только за Дудаева. Некоторые не понимают, что у нас были президенты Джахар Дудаев, Зелим Хайин Дарбиев, Аслам Масхадов, Абдул Халим Садулаев, Дока Умаров. Все они наши лидеры, все они наши президенты Ичкерии, за которыми мы следуем, которых мы поддерживаем, которых мы любим и уважаем, и пытаемся быть хоть как-то похожи на них, короче. Поэтому не обязательно, если ты ичкериец, ты именно за Дудаева. Не обязательно. Это все наши президенты. Ну, комментарий Шаядзин, поэтому я говорю. Правильно. Это все наши президенты. Все были достойными, все отдали свои жизни за свою свободу, за свободу своего народа. В исламе запрещено, вот, чтобы кто-то был у тебя кумиром и так далее, ну, как знаете. И они для нас не были такими кумирами. Да, вот, чтобы гордиться ими, чтобы подражать в какой-то степени. Вот это было у нас. Мы их очень сильно уважали, любили. И люди, которые воевали против русских оккупантов, воевали не за Джохара, не за других лидеров, а воевали за свою родину, за свои семьи, родных, за свой народ. Да, это не Советский Союз, что за родину, за Сталина. И то много говорили, короче, и сейчас факты, что мало кто кричал за родину, за Сталина. Это только в фильмах, короче, показывают. А там люди, короче, думали, как бы выжить, и многие, так же, как сейчас, просто их бросали на мясо, там, где можно было отступить, миллионами закидали и просто-напросто на убой. Вот если посмотреть потери Советского Союза и Германии, то это просто надо промолчать. Да, загоняли палками, понимаешь, потому что тоже, например, вот мы, скажем так, украинцы, да, то есть мы знали, кто лучше. И для нас, например, для многих, ну, скажем, настоящих украинцев, да, для нас Германия лучше была в 100 раз, чем Советский Союз, потому что мы знали, какой бедой, короче, какой бедой нам обошлось все это, короче, русификация, этот весь Советский Союз, эти загонения, короче, в колхозы, репрессии, так же, как у вас. Почему, например, человек работал всю жизнь на своей земле, да, имел там, скажем, 2 коровы, там, кони и так дальше, а потом пришли и просто сказали: нет, это не твое, это государственное. С какого это должно быть государственное, да, если я это сделал, я своим трудом. Вот, например, мой дед, он был украинцем, но тогда жили, короче, украинцы на территории Польши. И он говорил так: его отец, у его отца было, короче, 4 гектара своего поля, было чуть-чуть леса своего, были, короче, кони, там были коровы, ну, как бы хозяйство, тогда же люди не работали где-то, да, ну, не было такого там работ.
И все, и в 46-м году, короче, советская власть пришли, бросили, короче, выгнали из дому, забрали все, бросили их в вагоны, в которых скот перевозили, и, короче, и отправили на Западную Украину. А там просто привезли, выкинули, короче, в селе, без хаты, без ничего, и, короче, что хочешь, что делай. Дед рассказывал, как он соседскую, короче, корову пас за полбуханки хлеба, короче, целую неделю. То есть, а их 6 было в семье. Я это все прекрасно знаю. Я с детства не люблю вот этих русских, советскую власть и так дальше, потому что это моя история. Это история моей семьи, это история моих предков, короче, как, ну, гнобили просто так, ни за что, просто за то, что он был, слово одно, украинец, понимаете? То есть это уничтожение, это геноцид, короче, народа. И эта советская власть, она ни хера никому ничего не дала, вообще абсолютно. То есть она дала только тупость, она загоняла людей насильно работать на заводах по 25 лет. Кто-то говорит там в тюрьмы, а даже когда ты не был в тюрьме, а работал 25 лет на заводе, это что, не тюрьма? Это еще хуже, чем тюрьма, потому что ты не мог, у тебя не было ни квартиры, ни хера. А некоторые упертые коммунисты еще по сегодняшний день говорят: о, давали квартиры. А я им всегда говорю: как давали? То есть ты работал на заводе 25 лет, чтобы тебе дали там какую-то хрущевку или, скажем, там 2-3-комнатную такую маленькую квартиру на 50 квадратов. А если ты уходил с завода, у тебя все это забирали, потому что эта квартира была не твоя, а, как они говорили, а государственная. То есть это все было тоже, ну, то есть людей держали просто в рабстве всю жизнь. А сейчас, если вот посмотреть, это уже, скажем, исторические факты, открылись разные КГБшные, короче, вот эти рассекреченные документы, да, сколько, короче, сколько денег, сколько золота, сколько бриллиантов вывезли за границу, все шишки, короче. А где вот тоже недавно там на одном стриме попался, короче, такой, скажем, вот этот упертый коммунист, а я ему говорю: а где делись деньги, короче, которые у всех людей на счетах были, на книжке, так сказать, куда они все пропали? Вот куда? Люди не могли, люди всю жизнь продавали там в селе какие-то яйца, куры, короче, растили и так дальше, там бычков, да, и эти все деньги в копилку, на книжку, да, если бы знали люди, да, какая там книжка, короче, кто у нас были такие, кто работал, скажем, там где-то магазин, там золото, да, еще, так это люди все, что зарабатывали, просто покупали золото и себе где-то прятали, то есть, ну, не все имели, ну, возможность это делать. А так все, у людей все пропало, и дальше люди нищие, просто нищие. И это все, скажем, отголоски вот этого ихнего коммунизма, который они хотели построить. Что построили? Нет, не построили, не получилось. И оно изначально бы не получилось, потому что половина населения, вот революции, да, как сделала, да, половина населения было неграмотного, короче, им надо было просто, чтобы им дали кусок хлеба, а еще если пару копеек давали, так они готовы были, короче, идти, и любого им Ленин дебил рассказал, что во всем виноват царь. Все, и все пошли на царя. А потом видели, как в 1937-м, короче, Сталин взял всех своих и почистил. Почему? Потому что он знал, что это угроза, как бы разумные и мудрые генералы, они уже все были против него, потому что они видели, что он творит. А он взял, короче, все это почистил. И сейчас то же самое. Если взять Рашку, вот эти все, короче, там, Сенцов, говорю, Сенцов, как этот, короче, убили его, на мосту убили, как вот этот, я забыл. Немцов, да, Немцов, короче, там Политковская еще, ну, это же все сразу, короче, только рот открыл, тебя уже нет. Или вот этих, короче, что был у Путина охранником, которого в Англии они новичком вот этим убили. Литвиненко. Как он, Александр.
называется? Литвиненко. Литвиненко, да. То есть это же вы видите, короче, то есть все. Это та же самая советская власть. Смотрите, кто пришел к власти. Ни один бедный человек, да, простой человек не пришел к власти. Все пришли, у кого когда-то папа был каким-то там первым секретарем райкома партии и так дальше, короче. Кто у власти? То есть все старые КГБисты. Энджи, Да, вот смотрите, вы сейчас интересные моменты привели с историей, ну вот с близкой историей. Я вот тоже хотел вот подчеркнуть такую вещь, что вот именно тот период, когда процветала коррупция, это был... Вот я считаю, что развал государства, самая главная причина – это коррупция. Советский Союз вот именно из-за этого и развалился, потому что воровали все фактически. Что сегодня происходит в современной России? То же самое. У них правда была бы не вторая даже, а первая армия мира, если бы они жили бы правильно и не воровали. Но, к счастью, вот эти генералы, приятного им аппетита, разворовали эту армию, поставили ее на колени, они ходят в тряпках фактически. У них одежды даже-то нету. И вот я потому и уверен больше, чем что они долго не проживут из-за всего этого. Они сожрали свою же страну. Сейчас тут сириец зашел. سوري أنت اللغة العربية то есть لغة الروسية تفهم لغة الروسية أخي سوري Чуть-чуть страшно, работает ПВО. Короче, он походу Так, Джихар Дудаев в 43-4. أفهم اللغة العربية أيوة. Я сказать честно, очень горжусь тем вот всеми президентами Ичкерии. И почему? Потому что вспомним, что у них не было ни дворцов. Они жили как обычные рядовые граждане. И я бы очень хотел, чтобы вот такой президент был в моей стране. Это, я не знаю, это просто респект, слов не хватает. А у них не было цель, чтобы заработать много денег. И это мы должны все как пример сегодня брать, вот с этих людей. Ну, на самом деле, вот сколько человеку нужно, да? Андрей, сейчас أخي говоришь на русском? كيف حالك؟ الحمد لله. أنا بخير والحمد لله. كيف حالك أنت؟ الحمد لله. هل تفهم اللغة الروسية؟ شوية قليل يعني English. قليل شوية. На английском, на этом. Английский хорошо? Do you speak English? Yes. Okay, very good. How are you all? Yeah, alhamdulillah, everything is fine. And how about you? Good. Alhamdulillah. How did you find us? From where are you from? Shishan? Yeah, we are from different countries, like from Shishan, Ukraine, Georgia, and some other countries too. Shishan, Islam. What? Shishan. Islam. Yeah, 100% of Chechens are Muslim. Muslim. Yeah. And where are you? Syria. Live Syria. Are you in Syria now? Syria. Okay. I am Arabic. Okay. Syria, أنظر إذا تأخي إرسل سوري سيري أنظر خاتل لوتن
Рамзан, ему относится до цо. Okay, my brother. Let me ask you one question. What do you think about Russia? Wait. Okay, waiting. Болцу. Свободный барицу. Свободно. Are you here? Сычын просто анзор хаттер дусачын наксан камел да луш вала болцуна. Арбой бац духбеш Россия поддержит Яшпу и Кадыров поддержит. Поэтому как раз таки хлёк дарит лясан и хаттер. Ответ луш талак очень. Ты кадарис? Да. Хорошо, я понял, о чем ты. Просто шлоца сышло. Анзор, хинз халафан, хинз эво, хаун используют. Худина. Хау, оку. Айли, ты меня СЛ используют яшона, эво хау яшон. Да, видишь, так круговорот. Мы говорим. Are you here, my brother? Hello? Hello. Yes. Do you know anything about Chechnya? About Shishan? I don't understand. يعني. You write a comment? Comment? Which comment? Comment. No, I just want to ask you if you know anything about Shishan people, about Shishan, if you know what's going on there, if you know how is and what is the situation in Russia. Короче, я нахожу что-то. Wait there. Ему не спалось, решил куда-то заскочить. Просто так, посуетиться решил. Well, you think this something, but nothing going well. For you? Саша Волнарев. Это кто-то другой пишет. Вот, они, короче, начинают поддерживать Россию полный раз. У меня тут бывает, короче, я им и на арабском как могу, короче, там, и то, что не знаю, перевод я и я им задаю вопрос всегда, короче. Они говорят, что там Рамзан красавчик и так далее. Я им задал вопрос. Если Рамзан, вот смотрите, говорит, кого ты поддерживаешь? Он говорит, я говорю, Палестина, Израиль. Он говорит, Палестина. Я говорю, как ты относишься к тем палестинцам, которые воюют за Израиль? Он говорит, очень плохо, они муртады, говорит. Я говорю, хорошо, я говорю, а как ты относишься к кадыровцам? Он говорит, как ты относишься к Чечне, типа, хорошо, а как ты относишься к кадыровцам? Он говорит, супер. Я говорю, как ты можешь относиться к кадыровцам хорошо, если они воюют против, Ичкерии, воевали против Ичкерии за Россию. Тут у них уже начинается, короче, ой-ой-ой. Винду тает сразу. Замыкание, короткое замыкание на время. Ну, тогда у тебя на стриме, когда ты вот это спрашивал у них, короче, да. Да. Пришли, Али. Петухинцы пришли. Петухинцы. И заметил, Анзор, Что? чем больше именно это Ахмад Сила кричат именно большинство своем русские
и те, которые живут за пределами Российской Федерации. Вот, например, страны СНГ там, и русские. Вот они кричат Ахмад Силу. Куда бы ты ни сошел, Сергей, Иван, Вася, Петя, Мёта, Наташа, и Лена, Елена. Вот они именно кричат это Ахмад Сила. Я думаю, что кадыровцы намного меньше кричат Ахмад Сила, чем русские, короче. Мурат пишет, в 1999 году Дагестану, имеет в виду, Шаван Махи, Карам Махи, кто напал, говорит. Чабан Махи, Карамахи и Ботлих. Кто напал? Никто не нападал. Мы не нападали. Какие там города были? Казань брал, не брал, да? Все это было разыграно российскими спецслужбами. Вот Россия сама напала на Россию. Получается так. Мы не нападали. Валикум салам. Но если знал бы историю, он такой вопрос не задал бы. Позвали они на помощь. Ну да, я же тут в эфире говорил, что местные группировки, скажем, позвали на помощь Басаева, Хатаба, и потом, получается, подставили их. Потом чеченцев сделали крайними, обвинили чеченцев. Короче, все по птичке Кремля. Андрей, еще не забываем добавить то, что эти населенные пункты объявили о своей независимости. Вот это тоже нельзя отменять, что, то есть свободная Ичкерия, оттуда добровольцы пошли помочь по их просьбе другой республике помочь. Вот это тоже мы не забываем. В то время, как ты говоришь, они объявили это, жители этих районов. Потом, Степашин полетел туда, кстати. Полетел в эти районы, разговаривал с местными жителями, и он вернулся оттуда. Он точно дословно не помню. В общем, он сказал, что здесь нет проблем никаких, здесь чистый ислам, люди исповедуют там религию, все нормально. И настоящие мусульмане. Настоящие мусульмане, да, вот. Видишь? Так было. А сейчас это пытаются некоторые нацики даже, оттуда именно нацики со стороны Дагестана, и я не имею в виду всех, там дагестанцы, наши братья, и также русские пытаются обвинить именно чеченцев в этом. Это как раз таки, это и был план Русни. Бен-Гур. Это голландский язык, да, сейчас писали? Ненавижу обман, пишут. А как же саудиты и катары, ваххабизм? Владимир, у себя в голове говно убери, империализм, это убери для начала. Потом тебя не будет до Саудовской Аравии, до Катара, до ваххабизма дела тебя уже не будет, понимаешь? Убери говно со своей башки, думай головой. Китай, как вы думаете, Китай реально является партнером России? Никогда и не будет. Все это показуха. Я считаю, думаю, что Китаю выгоден развал России. И в случае начала каких-то изменений в России, китайцы тоже потребуют себе какую-то и огромную часть. Даже не потребуют, а просто заберут. Шапками закидают. Да. И они это делают уже. Уже делают, да. Уже делают. Так что Китай никогда не был ни другом, ни товарищем. Они только свои интересы. И они хитрую тактику выбрали. Хитрые, терпеливые, да. Да, все правильно. Русские не туда смотрят сейчас. Им надо свои хвосты прикрывать сейчас. А их сейчас прижмут по полной программе. Так что Китай скоро даст о себе знать. Руслан, русским просто надо уже учиться жить как в Северной Корее, потому что это их ждет. Точно, именно. Ким Чен рулит. Будут, жрать
траву, короче, и запивать боярышником. Да и боярышника у них не будет. И когда китайцы пойдут, вот тогда им не только боярышника не будет, и травы тоже. Они им таких звездюлей надают. Я говорю, Мало я не считаю, покажется. чисто пощечины. Россия страна террорист, друзья у меня такие же. Но у тебя на Аве тоже есть там немножко терроризма. Так, есть у нас. Так, еще не 6 часов, так, еще полчаса. Так, еще, то есть 5 часов, да? Ну, 5:26. У нас 4:26. Ладно, Нормально. Все, всего лишь завтра тоже будем спать, хочет до зухра. Ну, тебе это не впервой. Ты когда сейчас зашел вечером, такой, короче, хорошо выспавший, такой, короче, ну... Юзер, у нас тут славики, а вот интересно, кто ты, Иванушка? International. Вон, любитель тоже аккуратно там выспался, прошел. Да. Под конец зашел, короче. Ребята написали, что самые хорошие места отдал китайцам Кадыров на рынке в Беркате и в Грозном. Да, переписали. Алейкум салам. Алейкум салам. Тамерлан, я не спал. Так ага. что... А книгу читал, да? Нет, я внизу сидел. Я же внизу был. Слушай, Ахи, я слышал, как ты там внизу, когда ты сидел, ну, как ты храпел. Может, ты слышал, как я хомячил еще? Да, это тоже я слышал. Я ж поэтому тоже отлучился где-то на целый час, ну, на кухне, короче, ковырялся. Ты кушал, Тамерлан? Да? Что кушал? Вала, жижгалныш покушал. Этот пошел нормально, жижгалныш заточил. С чесноком, да? Да. Еще нам еще и показал. Ну, я ему написал там пару ласковых. Не, я сказал, да, короче, Анзор, ты можешь приехать, насчет Али я подумаю. Да, это было, это правда. Потому что он много кушает, да? Нет, я еще не забыл, как вчера Али меня, любителя, тоже отправил. Сказал, короче, не хочу я вас видеть тут, и, короче, сидите у себя там. Я же злопамятный. Я просто злопамятный, Андрей. Я понял. Вот кто-то пишет, сидите, бла-бла-бла. То есть, что значит, вам не нравится стрим, просто не заходите на этот стрим. То есть, зато Вата заходит и, короче, пишет, вам не нравится, идите, слушайте Скобееву, короче, Соловьева. У вас там с утра, короче, я думаю, они уже как петух, короче, всех будят. Не, Андрей, у них, знаешь как, они же привыкли, да, вот, где матерятся, у них же только один мат. Вот ты сейчас зашел сюда, видит, тут нету мата, тут, ну, общаются нормальные люди. И, конечно, для него это бла-бла-бла. Да, и он думает, как это так, ну, почему они, короче, сидят и нету мата. Как возможно такое говорить и не материться? Кто эти люди? Кто эти люди? Симон, задело, да, Симон? Анзор опять ушел на кухню. Симон, задело, да, что я сказал насчет твоей айвы и начинаешь, да? Мы-то, хвала Аллаху, отстаивали свою свободу, не волнуйся, делали все, что могли, несмотря на то, что у нас население только 1 миллион. Так что иди за Ауэ. Там видишь, там с правой стороны флаг, вот иди за ней, короче. Ушлем.
Или отсюда. Обиделась, короче, обиделась. Чепушилы всякие лазят тут, а потом тапки пропадают. Вот надо его удалить, вот этот, короче. Смотрите, который он смотрите, пишет. как она запела уважение Рамзану Кадырову. Ах Да, ты, да, блин, да, да. подстилка Кадырова. Потихоньку начинает, короче, поставил Да, американский, да. израильский флаг и начинает потихоньку, короче. Раньше Да, швайна. Ольга, Так, да, это русы швайны, видишь, он и американский, и израильский, он еще бы там, какой еще есть флаг, чтобы, ну, а почему нет Северной Кореи, там, короче, флаг. Если и там он такая- это потом закинет. когда у них будет Северная Корея, он себе поставит такой. А вот видишь, Анирак тоже уже заметила, что уже... Вот, Анирак, я отвечаю, короче, я хотел спать. Вот видишь, этот Тимирлан, любитель, Жан, вот с ними я как познакомился, с тех пор, короче, у меня уже все. Вот мы... Слушай, не надо сейчас, короче, валить все на нас, короче. Да, ему вон написали, ЛГБТ флаг забыл поставить. Ага. Да, Анирек, опять Тамерлан не дал спать, короче. Я же его использую, короче. Тут заходил, ну, один такой доброжелатель, да? Аж меня обрадовал, короче. Я, оказывается, короче, использую Али, короче, для своих коварных целей, так что берегитесь, ребята. 35 лет назад завершился вывод войск. Причем тут вывод войск Афганистан? Вообще непонятно. Это так, короче. Либо что. Для слова, короче. Лишь бы что-то ляпнуть, да, всякую чушь. Да, либо что, короче, то есть. Пабло, я еще ему адрес не отправил, меня там уже ждет машинка, также ждет уже футболка. Давай, лэптоп, Футболка и лэптоп, короче, все, я поднимаюсь каждый день, короче. Уже захотелось Тимирлану, хочу гости позвать уже. До так, этого Али, подожди. Не, Али, сейчас подожди. Машина, не, смотри, машинка от меня, футболка от меня, лэптоп от меня. И почему я тебя использую, короче? Я сейчас не понял. Может, он хотел сказать, что ты меня используешь, елки зеленая? Да. И еще, Амирак, он мне еще должен подарок, короче, но он что-то не отправляет мне еще один подарок. Какой подарок, короче? Я тебе сказал адрес, короче, ты мне тоже не отправил подарок. Я имею в виду в ТикТоке тоже ты мне подарок. Не, подожди. Насчет этого я тебе сказал. Сперва отправь мне, я посмотрю, понравится мне или нет, потом я отправлю. Вот видите, как любитель. Было же так, да? Да. Али, я тебе хотел сказать, ты когда вел, короче, чат-рулетку, я тебе хотел предложить одну такую тему, короче, что когда ты будешь с ними говорить, там, кричать лохмат слива, да, скажи, пожалуйста, вот именно вот, когда они открывают, а ты говори, они не услышат на первый раз, говори там лохмат слива, они будут, а потом ты спросишь, а как вы, русские, относитесь к тому, что вот вы идете воевать, а мы, короче, стоим сзади и с пулемета вас расстреливаем. Надо вот так жестко, короче. Анарик, я пока не знаю, какой подарок, потому что я не получал этот подарок еще, понимаешь? Я не знаю его. Короче говоря, адреса я уже жду 2 недели, по-моему. Так, с ним мне просто выкинули пинком, короче. Анзор, я хожу русо. Ага, просто я это не Что говорит? Асар, я же наш эфир передаю в Ютубе. Да, я все же видел. Я же тебе писал там, я и ТикТоке, я и там, короче. Мы везде. Сумасана, да, походу, да? Я, как говорится, везде успеваю. Я удивляюсь, как еще Анзору... Я удивляюсь, как еще Анзору не написали. Анзор, а у тебя есть там в подвале пару пленных еще с 90-х годов? Они не додумались.
Подожди, скоро покажет Али свой подвал. Я уже показывал специально вам, и даже места показывал, где там русские сидели, что у них там были. Даже их письма вам показывал, помните? Или вы уже забыли уже? Не, я-то это все знаю, понимаешь, но есть люди, которые не знают, поэтому надо, короче, им тоже показать. У Ну, меня твой есть подвал, видео. как ты Вы их мучил не там. держите. Вы их не держите. Они и там все обгадят. Ну да, согласен. Смысла нету свинину держать в подвале. Или петушатню, да? Они же все там, короче, встают с утра. Подождите. Вот самое интересное, такие как вы не давали России развиваться. Опять, блин, мы виноваты. Такие как мы не дали России развиваться. Прикинь, что говорит? Ты придурок, Владимир. Прикинь, ничего себе. Не, ну это хорошо, если они так думают, понимаешь? Мухаммад, это Байдо, Владимир Вац, он там пишет, что мы не давали России развиваться. То есть, хотя бы поможешь. Он пишет, в Киеве взрывы. Это работает ПВО, у нас все хорошо. Прикинь, во всех бедах мы виноваты. Помогай развиваться. Иди туда. Здесь нечего делать. Видишь, София пишет, не дали им унитазы купить. Да, вот я и хотел сказать, Андрей. Я, конечно, дико извиняюсь, да, что мы не давали им развиваться, что они пришли сейчас у вас унитазы воровать. Это вообще... Якин, если ты слышишь, да, блин, извини, что унитаз твой сперли. Вот, оказывается, мы там виноваты, походу. Не дали развиться ему в плане сортира в доме. Ну да. Его унитаз он в Париже гулял. Да, кстати, да. Анзо, ты видел видео, где вот если ты запишешь рынок рабов в Ютубе в Грозном, там есть целое видео, которое они там снимали, якобы, говорят, но при этом никаких доказательств не показывают. Болтовня просто и все. Рынок рабов — это то, что фильм документальный? Да, документальный, да. Я видел. Владимир, в принципе, это не бред, да? Вот зайдешь сейчас на мой канал, там я специально повесил объявление. Вот у моего брата там, да, украли унитаз. Ну, он такой был немножко наворочен, так скажем, да? Ну, короче, вот вы гадость сперли у него. Пожалуйста, верни унитаз на место. И унитазы воровали, и стиралки воровали, и даже самое то, что это БУ нижнее белье женщин воровали. Это вообще жесть. Так что, Виталий, иди, пожалуйста, за русским кораблем. Есть много видеороликов, как вы воруете. Это ваша суть. Дякуємо за подарунки, всім дякуємо. Так смотрите, одна девушка рассказывала, короче, из Херсона, что тупо два орка украли у нее мультиварку и, короче, не знали, нажимали, сидели, короче, на улице, нажимали кнопки, не знали, что это такое. Просто тупо сидели, короче, крутили, вертели, нажимали кнопки, короче, думали, что это космическая станция. Наверное, подумали, инопланетяне там, ну, мало ли. Она говорит, а я сижу, короче, вот так издалека смотрю, говорит, на это все смотрю, ну что буду им говорить? Они сидят, что-то там клацают, нажимают, короче, что. Да, бедные, блин. Оказывается, мы там виноваты во всем, а не Америка. Со всей Мухосранска собрали вот эту быдлоту. Они же понятия не имеют, что это такое. Ты чё, Андрюха? Мой дед, царство ему небесное, он говорил так, что это страна, в которой болото валенком меряют. Эта страна
страна дураков, так скажем, да? Страна рабов, ёпта. На то и Вкусный Россия. пирожок. О, опять. Возил. А ты мой аппетит мой. Да. Ты Ладно, этот чувак, пирожок ладно. взял, и мне опять хочется пойти на кухню, что-то Давай. погомячить. Да, сейчас, короче, я думаю, все мы пойдем на кухню. Я это в открытую делаю. Правильно. Напоминаю Вот вам. эти двое втихаря сваливают. Так раз, Мгм. уйдут Что технично. лишь голодую, да? Да. Один жижгал наш, другую картошку с мясом. How nested you are. Ну, знаешь, Конечно. я люблю, конечно, кушать, да, все сладкое. Ой. А почему нет? Я только за. Нет, просто там, знаешь, Али там вредничает, короче, когда он кушает, да, когда мясо жарит, то все, он аккуратно закрывается от всех, говорит, меня нету дома, вообще не приезжайте, короче, типа, вообще, исчезните. Нет у меня ничего, короче, я сижу, Да, воду да. пью. На одном Да, водителе во, уезжать. правильно говоришь, так он и говорит. Андрей, Вчера вот меня любителя, знаешь, как аккуратно, короче, сказал, типа, ребята, сидите у себя дома. Да, конкретно. Подшил. Валикум ассалям. Да, добрый, типа, знаете, добрый вечер, дорогие гости. Как жаль, что вы уже уходите. Даже чай Ну не да. попьете. Валикум ассалям. Я даже боюсь, короче, у Али чай попросить, короче, он еще скажет, короче, Нет, слушай, все Нурлан, нормально, все нормально. ты лучше сахар, короче, закидывай, как у себя дома, да, и мне придется там одну ложку как-нибудь оттуда вытащить обратно. Но если вы с собой мясо, там все нужное принесете, то нет проблем. Приходите. Ребята, представляете, если бы там, короче, Джейн не контролировала вот эту снизу всю ситуацию, сколько бы сейчас ваты здесь сидело. Да. Знаешь, когда они уже заходят, они видят ее ник, короче, уже сразу автоматом выходят. Они уже знают, что тут ничего не пройдет. Коси их направо-налево, эту нечисть. Чтобы здесь не лазила вот это быдло. Анзор, таких тум крамадения рыглаки да, дезомасу. Хуя, nicely оких, бая. Дез, хоцаху туру. Forward, бая. О, Тамерлан, ты сегодня там спиннинг забрасывал или нет? Не, я просто сходил, проверял. Сети проверял? Да. У меня пока еще нет разрешения, чтобы, ловить рыбу. Да, я знаю, что там надо. Сейчас я покажу. Дайте. Алейкум ассалам ратуллах. Алейкум ассалам ратуллах. Так. Да. Где же это было-то? Come on. Тамерлан. На связи? Да, всегда на связи. Один момент. Так. Заболела. Видишь? Видно? Ага. О, видно. Во. Да. Это скумбрия. Скумбрия. Скумбрия, да. Слушай, Анзор, по-моему, ты там всю рыбу вытащил. По-моему, там уже нету. Там ее больше нету. Скумбрия жареная, она вкусная такая, кайфовая. Сейчас покажу. Так, любитель, Алей, короче, мы к Анзору не едем, тогда пусть Анзор к нам едет. А то у него там рыбы не будет уже. Нет, Тамерлан, я за всеми руками, ногами туда, там рыбы навалом. А вон, смотри, он там все выловил уже. Да нет, это он у бережка. Запеченные. Фольге.
А мы Я ж на поэтому, на я ж поэтому не лодочке. сказал ему. Мы Вчера там- я говорил, и сегодня я говорил, любитель, давай поедем, короче, ну, на рыбалку к Анзору. Конечно. Поедем. Мой Я рекорд, говорил, короче, мой рекорд это 13700 карп. Карп, да, хороший карп. нормально. Да, 13700. И это не на платном, короче, озере, это на диком озере. Мгм. Карпа я дернул 18300. О, это ж, короче, это как она Как называется, забыл. Да, как она? Э, Как ее? Треска, Треска, да? Треска? да, Да, треска. треска. Рыбу кишку. Я Мой Кент вытащил 23 кило карпа, я 18300. Это серьезно. Да, это жесть вообще. Мой рекорд где-то метр, ну это я не помню сколько весил, но короче где-то 1,80 м сом. О, сом, это тоже хорошая рыба. Ну, у нас здесь есть где ловить, у нас Десна, Днепр, короче, у нас Да, рыбы, конечно. Я вообще, скажем, фанат рыбалки, я бы жил просто на рыбалке. То есть у нас было раньше как, например, вот в пятницу мы с Алиной уезжаем на рыбалку и только в воскресенье вечером возвращаемся. То есть 2 сутки на рыбалке, ночная, ну, ночью это на сома. То есть, а так, короче, это и карп, и карась, и щука, там, ну вся рыба, ну, в Днепре, скажем, или в Десне разная рыба, лящ, короче, лещ, и там разные караси такие килограммовые, короче, домой принесешь килограммовый такой, ах, на сковородочку, это. Я сейчас жду, вот сейчас еще где-то месяца 2 надо, и тогда уже рыба, короче, пойдет. Ну, белая, конечно, но я делаю, короче, сушеную таранку, то есть у меня постоянно есть такая рыба. Да, хорошая вещь. Вот, Анзор, видишь мою рыбку. О, карпик. Да, красиво. Ребята, вы оскому нагнали, короче, я уже так хочу на рыбалку. Сама я тоже одного дернул, где-то по весу возможности не было взвешивать, ну где-то метрового. И он меня так достал, Да. намучился я с ним. Это щуки. Ага. О, щуки, да, щуки хорошие тоже. Как мне нравится щучья икра. О, да, говорят, вкусная. Какая она классная, зараза. Вот сейчас бы где-нибудь сесть бы и уху сделать бы хорошую. О, я уху тоже делаю постоянно. Это, Ну, у нас, смотрите, у нас есть, короче, как бы ребята делают, скажем, там 3-4 раза вываривают разные, например, там из толстолоба голову, да, то есть берут там из карпа, и вот сначала там выварили, например, карпа, потом, короче, в марлю этого карпа выбрасывает, потом начинает, например, варить из толстолоба, короче, тоже в марле, потом опять это, ну, как бы выбрасывают разные сорта рыбы, и она потом получается такая, если она застывает, она как холодец. Просто, короче, можно, ну, как желе, короче. Ну, это, ну, скажем так, уха, это тоже на любителя, это так раз можно, другой покушать. Каждый день ты не будешь это, но так, если, короче, такую горячую на природе, на костре, ух, это вообще сказка. Я беру с собой на рыбалку все. У меня и мангалы, короче, там, и казаны, и разные. То есть мы уже только одной ухой, короче, не сидим, потому что бывает, короче, что там и плов, ну, как делаем, там и мясо, короче, жарим, и там и колбаску. Ну, это так, если на 2 сутки ехать, да, на 2, на 3, это... А так, если там поехать на сутку, то нету смысла там тащить все с собой. Главное, чтобы жена отпустила.
Так она, Алина со мной ездит, я же сам не езжу. А, вот поэтому ты ездишь. Все понятно теперь. Нет, Амирлан, у меня, я же говорил, у меня нет здоровья, я далеко сам не могу просто ехать, и мне надо, короче. Я знаешь, чему имею в виду? Вот сейчас, знаешь, надо жениться на той, кто любит рыбалку. О. А то так, вот смотри, Али сейчас не пойдет на рыбалку. Али, а ну скажи, что пойдешь. Почему не пойду? Не пойдешь. В смысле, почему? Рыбалка это дело тонкое. Там надо разрешение у жены попросить. Я живу в свободном государстве. О, смотри, Пабло тоже не пойдет. Даже Пабло не может на охоту пойти. Тамерлан, я тебе скажу так, я раньше, например, у меня такие вот солидные отношения, я сказал, что я, например, еду даже на 5 суток на рыбалку с друзьями, да, она мне никогда не сказала, что там не едь или так дальше. У нас, у каждого есть свое как бы пространство, она знает, что, ну, если я поехал на рыбалку, значит, я реально поехал на рыбалку. Если я сказал, что я с друзьями иду до утра играть в бильярд, все, значит, я пошел играть в бильярд. То есть у нас как бы, ну, доверительные отношения, то есть мы уважаем друг друга. Андрей. Знаешь, Андрей. Да-да. Андрей, я все понимаю, Алина рядом, ты не можешь другое сказать. Не, я она спит, она уже давно спит, она тебе может и без меня это сказать. То есть я... Не, там знаешь, я знаю, как это все. Я все прекрасно понимаю. Говори, Вот, Анзор, Пабло, ты спроси вот сейчас у Пабло, он тоже тебе скажет точно так же, потому что Нино тоже сейчас 100% спит. И Павло тоже может сказать, да, я смогу. Вот сейчас любитель тоже скажет так, Алита по-любому скажет. Просто... Что хотим, то и говорим. Тебе какое дело? За нас. Просто, знаешь, есть у меня знакомые, которые вот реально у них в семье, например, такое, жена что-то там пилит, короче, знакомого и так дальше. Я говорю, у нас, слава богу, никогда такого не было и не будет, потому что мы уважаем просто, не то что любим, а уважаем друг друга. И как бы, если ей надо что-то куда-то там, короче, поехать без проблем. Если мне то же самое без проблем. То есть мы живем на доверии, понимаешь? Если в семье есть доверие друг к другу, это очень, это очень важно. То есть человек доверяет друг другу, и я же тебе говорю, если я сказал, что я там поехал, все, мне как бы она может позвонить, просто раз в день спросить, что ты там, как, и так дальше. Все. Нет такого, что там каждых полчаса, а что ты, а где ты? Это уже не отдых, это уже получается и не рыбалка, это уже, знаешь, такое, или сидеть дома, или ехать на рыбалку. Все верно, все верно. Да, все так. Да, Павло, вот он кровь мне пьет круглыми сутками, как тут не взорвешься? Андрей, как бы ты ни доказывал, не говорил, Тамерлану все бесполезно. Он приедет к нам сюда, в Украину, мы его здесь сженим. А потом мы увидим, как он будет говорить, ему жена скажет, а ну так, Тамерлан, Нет, подожди, Андрей, насчет этого тоже я сказал вам, да, вот смотрите, вы все сейчас обе руки поднимите, да, вот, а я нет. Вот я могу с вами поспорить, что я не подниму обе руки. У нас пионер же. А вы да. Мы да. 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 А я, знаешь, Ахбян Ойбурма, дайте, по крайней мере, Зараза такая. Кто понял, тот понял, короче. Да, ты знаешь, как посылка пришла, перед Новым годом, сидит мужик, посылку открывает и говорит жене,
ты посмотри, хотел тебе, короче, бриллиантовые сережки купить, они обманули, спиннинга 2 мне прислали. Вот так. Так что, айла, удочки, духу и вайчингаё, все, а вона вайчи рыбалки, ну. Скучаю хорфу. Ага. Ага. Ола! Тут уже 20 минут, 30 минут про рыбу, я уже рыбу жарю. О, а мне надо разморозить, чтобы пожарить. Короче, спорим, сейчас все побегут на кухню. Конечно, я терплю, сижу, Антон меня провоцирует каждые 5 секунд. Сейчас я пойду тоже кухню атаковать буду, штурмовать. Ребята, а в Чечне в горных речках, короче, форель водится? Да, Конечно. Еще как водится. А экземпляры, Даже самое вкусное. экземпляры крупные или такая не очень крупная? Ну, то, что Я видел, отвечу. примерно вот Анзор, вот Я такая. понял. самую крупную форель, которую я поймал, я ее когда на руку положил, на ладонь хвост на ладонь, голова в шею. Ну, как, вот так? Ну, это хорошая, короче. Ничего Это себе. вообще... Раз в жизни я видел такую крупную Где, форель. где? А? Где именно? Озеро Амдиаматово? Речка в горах у нас. Вот более... Я тебе потом место скажу, я не буду Хорошо. палить место, где форели водятся хорошие. Ну, Это... рыбаки же. И вторая у меня такая же размером ушла. Я первый раз видел такую крупную форель вживую. И тем более не просто вот это, именно радужную, которая плюс к черным, синим пятнам, красные пятна есть. Да, есть. Это красота вообще. Обалденная. Я вообще любитель форели. Да. Да, форель вкусная. Я любил по речкам, по горным речкам, вот эти наши родники, везде, где есть, по республике. Я любил по ним ходить. Я люблю форели ловить. Это особая рыбалка. Да. Это не на карпа. Вот это абсолютно другая рыбалка. На форель там тактика нужна другая, абсолютно. Ну, это надо уже на хлыст ловить, короче, вот, потому что просто спиннингом, скажем, там, если бросать на блесну, да, это не то, это уже надо вот профессионально, как в Америке, вот этот берут на хлыст, специально, знаешь, да, какая типа, как леска спененная, и вот эту муху, короче, постоянно туда-сюда. То есть, а у нас, например, да, на хлыст, а у нас, например, в Карпатах... Андрюха, это уже на открытой местности только вот с этим спиннингом можно. Да. А у нас в лесах, где реки протекают в лесах, небольшие такие, знаешь, такие узенькие, более-менее, ну, и там приходится на коротыши такие, метровую удочку, на катушечки, червяка, просто на червяка, крючок и червяка. Ну, как у нас в Карпатах, короче, такие тоже горные реки есть, да. Вот, именно вот в таких ситуациях очень сложно. И вот именно вот так, когда ты ловишь форель, это просто обалденная вещь. Очень люблю форельную рыбалку, это просто моя... Извините, пишет, у нас взрывы на Украине. Не на Украине, в Украине. Маринка есть. У нас нету Маринки. У вас есть Маринка. Кто-то ищет свою Маринку, потерял. Походу. Извини, дорогой, тут только Наташки заходят обычно. Маринки не было. Ela يحبط كشم يتشابه دور بدأ
своему Вы там не Корсакову лазите, да? лезу, шли. Иришка. Кому я должен был звонить? Я сейчас не понял. Тамерлан, ты уже звонил? И кому я Везде должен звонить? Везде звонил, надоело, сидит, рыбу ловит. А рыба, Маринка, нет, насколько я знаю, не было у нас такой рыбы. Тамерлан, он имеет в виду, что я тебе же достал сегодня номер. Девушку тебе нашел, короче. Забыл? Не, знаешь, я не знаю, у него, походу, левый аккаунт. Это, по-моему, мои друзья там, по-моему. Вчера Наташе, говорит, ты должен был звонить. Как там? Не, я должен был звонить. Это Крис. Как там? Как-то тут про Басаева говорили. Да, вот. Это я рядом. Да, впереди. О, Мирбара и командир Свободела. Вона, это це, Олег. Хункар. Хункар пошел. Прикольно, что такие фотки сбереглись. Да, Хатуе Мамад и Хункар, и так. Еще Хасан был адъютантом Шамиля. Недавно умер. Он, Бажиев Нурдин. И никого в живых нету. Да, хорошее время было, хорошее. А какого года рождения был Басаев? Басаев 68-го, нет? точно не помню, но где-то так. Угу. Ну, то есть тогда в самом расцвете сил. Угу. Ну да, в самом рассвете был. Анзор. Да. Интересно. 65-го года. Как раз безом Горбон тоже. Диколор говорю. Да. 67-го, да? 65-го. 65-го. 14 января 65-го года. Ага. А родился где? В Дышнем-Ведено. Ну, Веденский район, да. Да, Дышнем-Ведено, да, это да. Роман Амория. Иди отсюда, черт твоей матери. Ну да. Надоели уже, блин, короче. Написал один, как так случилось, что Басаев воевал против Грузии. Это, короче, какой-то серьезный историк. Серьезный. А так случилось, знаешь, смотри, Андрей, вот я одного не понимаю, блин, почему все упрекают нас? Вот почему? Ваши грузины весь наш народ уничтожил, отправил в Сибирь. Чем мы теперь будем? Сталина, Берия, ваши спецоперации, Бериевские и... Да нет, знаешь, Валахи, да, я вчера говорил, Валахи, Билахи, Талахи, да, вот я клянусь Всевышним Аллахом, да, я ревную свой народ, я ревную. И мне неприятно, когда вот упрекают мой народ в чем-то. О, да некому, никто не может упрекнуть твой народ. Это вот эта шушера, который ходит, вот всю чушь несет, им лучше свои хайло закрыть и сидеть тихо в трубочку, в стороночке. Подождите, сейчас у нас с вами будет конкуренция, потому что бандеровцы тоже много чего, короче, сделали и еще сделают. Не, у вас еще все впереди, я уже говорил тебе. У вас все впереди еще. Скоро фильмы пойдут, фильмы будут снимать. Как вы там по пятницам, вот как сейчас Али жарит рыбу, да? Ну, как вы там по пятницам там детей жарите, ну, шашлык делаете, ну, и тому подобное. Конечно. Это все впереди. Подожди, еще там увидишь. Ага, до утреннего намаза, прикинь, просидели из-за вас. Из-за вас? Я буквально 10 минут назад зашел.
Так, мне пора. Куда? Так, Лама сдавался. Ламас Дамек, что Ламас Дамек? завершим или как? Или остаетесь? Да Ну, я, они там рыбу жарят, походу. я сом ламазин, а вон что так задвала. Так, Не, мы в этой игре не играем. Я пойду, а то еще не хочется до вечера спать, короче. Короче говоря, опять нас кинули. угу. Да, опять. Ничего себе кинули, до 5 часов просидели, короче, у вас уже 6. У нас 7. Алейкум ассалам. А, так, я тоже Алейкум салам. пойду. Алейкум салам. Ну тогда что? Сейчас, короче, Сходите зайдем. в море корабли. Не, сейчас зайдем на конференцию на минуточку. Мгм. Там есть кое-что нам сказать, думаю. А телеграм что, боя? Да. Хорошо. Ладно, короче, ребята, всем хорошего дня. Спасибо. Рад вас всех был видеть. Спасибо, взаимно. Всем здоровья, удачи, короче, увидимся. Обязательно. Все, спасибо вас за Всего берегите хорошего. себя. Да, хорошо. Всем пока. Спасибо. Пока. Короче, ты что, ушли ты его? Давайте. Да, Алейкум Sonra салам. o iş yerler satın dışarı borçlu тоже. Хорошо. Собираем чемодан. Не гадай. Hadi köy. Короче говоря, тогда все, короче, ушли на фронт, короче. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Все, алейкум салам, рахматуллах. Так, Айла, Лия молила, хайдел дахинс. ага, все